Вы за кредитом? Мы ценим время. Тихо ты. 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 Вы за кредитом? Сейчас, друзья, да, сейчас, секундочку. Не пойму просто, откуда у меня эхо идет. Сейчас, друзья, да, сейчас, секундочку. Не пойму просто, откуда у меня эхо идет. Сейчас, друзья, да, сейчас, секундочку. Не пойму просто, откуда у меня эхо идет. Сейчас, друзья, да, сейчас, секундочку. Не пойму просто, откуда у меня эхо идет. Сейчас, друзья, да, сейчас, секундочку. Не пойму просто, откуда у меня эхо идет. Сейчас, друзья, да, сейчас, секундочку. Не пойму просто, откуда у меня эхо идет. Эй, вороводам привет. Удачного стрима и хорошего дня. Эй, вороводам привет. С праздником меньше, чем длинно, больше, чем хорошего дня. Эй, вороводам привет. С праздник. Ребят, сейчас одну секунду, я извиняюсь, я что-то не пойму, откуда у меня эхо-то бахает, где я включил-то прослушивание. Тут главная пауза, там главная пауза, а эхо откуда-то бахает. Ну и я что-то вообще прям в афиге. Где-то был проигрыватель запущен, то ли ВКонтакте, когда репост сделал. Так, да, друзья. Всем привет, вы на канале BLStream. Сейчас немножечко мы с вами пару слов. Так, Максимилиан, привет, Дэричард, привет. Всем привет, кто подключается, всем привет, кто посмотрит. Всех с праздником, Днем Защитником Отечества, друзья. Искренне вас поздравляю. Каждый защитник своей страны и так далее. Вот. В общем, с праздником. У нас сегодня, да, плановая трансляция по уже 12-й серии Assassin's Creed Valhalla. Будем мы играть за Эйвора. Посмотрел немного истории. Ну, как бы мы в 9 веке будем... Земли Норвегии, Англии, что-то между королевствами, война какая-то там. Мы играем за Эйвора. Понял то, что Эйвор это девочка. Где-то, не понимаю. Ну, типа, этот Один видит его как мужчину. Так, что ли? Вот, посмотрим. Играть мы будем на максимальном уровне сложности, друзья, да. Всем приятного просмотра, хорошего настроения, с праздником. О, я уже салатика навернул. Тоже никак не проснусь, не отдуплюсь. Ребята, с вас только это самое, ну,
плане подсказки, как максимальный уровень сложности тут настроить, потому что здесь в настройках я не нашел его. Может быть, я что-то не туда смотрел. Но в целом, давайте начинаем. Исследователь. Минимальные сведения на карте в интерфейсе ради ощущения реальности игрового мира. Ну, первооткрыватель, наверное. Там же можно и за девочку, и за мальчика играть. Да, это я читал, то, что можно менять, типа, пол прям во время игры, да, Ричард. Ну, в описании, опять же, с официальных источников. Я имею в виду по истории. Потому что когда что-то там Эвер подходил к деду, Игры будет выбор сложности. когда он подходил к деду, он говорит: Роза, это ты? И я сегодня что-то послушал там. В общем, я надеюсь, что мы узнаем, что было. Или будет ли здесь Юнона от Элейла, или какие-то, ну, как она, первый раса, что ли. В общем, наши предтечи Ису, будут ли они здесь, потому что у них, опять же, много городов. В общем, ладно, посмотрим, да, потому что гадать-то можно и долго рассуждать. На старте игры, ну, это сложность исследования мира, первооткрыватель, сложность сражения. Для тех, кого не пугает, вообще не пугает, невероятно, но все будет так. Станут настоящим победителем, и эту настройку можно заменить. Сложность скрытых действий. Стража более бдительно следит за происходящим, что усложнит игру. Так, Ассасин норма. Стража внимательно и бдительно, как всегда. Пока возьму все вот в таком ключе. Потом посмотрим. Потому что мне понравилось Одиссею с вами проходить. Даже на кошмаре я пострадал, погорел. Максимилиан прям вообще там, считаю, был такой ключевой персонаж, который... Пошли циклопы там и так далее. Дети богов, Во, Вельва какая-то. слушайте песнь о начале времен. Да, Скандинавия типа, друзья. Была тьма, не было ни песка, ни моря, ни земли, ни неба, ни трав, ни ветров. Но в зияющей бездне лед встретил огонь. И из их вопля Ymir восстал, первый из всех существ. Специально Гордый последнее Ymir, не смотрел, жестоко чтобы спойлеры убитый, не видеть меньше, из чем чьих Лин костей, больше, крови и мозга был сделан мир. Мир, где вы сражаетесь. А спойлеры по какой... В какой части там? Ты где? Вот ты где. Так, друзья, это самое. Если вам будет темно, говорите, какие настройки яркости прибавить, чтобы было вам тоже комфортно. А ты, Ричард, не понял, какие спойлеры? В Одиссее? У нас там немножко разногласия, типа, получилось. Ну, как разногласия? Мы там больше разговаривали. Потому что по хронологии истории мы вот с Максимилианом там рассуждали. Это самое... Одиссея это... Одиссея, я ее еще не прошел же. Это типа... Сначала Одиссея выходит. Потом выходит Истоки. А потом, видимо, вот это вот Вальгалла. Но Вальгалла это вообще Скандинавия, это Один. Я понимаю, что тут Один, наверное, такой же Ису, как и Посейдон. Ну, вот эти вот все. Тоже боги. Ну, посмотрим. Одиссей ты еще не прошел. Блин, я даже не знаю. Я бы... Вот мой совет, типа, в Одиссее не брать DLC. Вот честно. По мне, Одиссея заканчивается на определенном промежутке времени. Я не спойлерю. Когда Алексиус делает свой выбор, и все на этом. И встречается там еще с одним человеком. Все. Это вот как по мне.
А там уже каждый решает для себя. Сегодня с Медузой подрался и завалил ее, когда она была первой стадии. Пару раз лучший рекорд. Хватало, чтобы потом пошел за секунду. Я не знаю, ты какой-то лютый игрок. Там за какие-то секунды боссов валит, блин, этих циклопов. Они бегут, спотыкаются, а вепри, так это вообще эти Пумба. Тимон и Пумба, блин. Кто-то там пукает, кто-то еще что-то делает. Не, ну, супер, супер. Ладно, мы отправляемся, это 12-я серия Ассасинов, ну, в моем исполнении, скажем так, как бы с вами, да, проходя. Надеюсь, что будут и 13-я, и 14-я, 15-я. Вообще это какая-то прям, ну, не знаю, интересная, как по мне, серия прохождения. Я не сравниваю сейчас с какими-то другими играми, но это супер. Если они будут дальше в каком-то ключе делать и не заморачивать, скажем, ну, чем проще сюжет понять, тем, конечно, лучше. Без всяких заморочек. Вот. То будем проходить. Ждем, да, еще Ассасин в этом году, по идее, должен выйти. Так, ну, поехали. Привычные мне кнопки. Смотрим W. Сначала, наверное, надо выйти. Если ярче надо прибавку, то пишите, друзья. Сделаю поярче. Это что такое было? Понял. Все, отпустил. Это Windows пролаг. Что-то все пляшут, танцуют. И мы типа такой маленький, и тут все такие большие. Дрэнк. Все. Ты узнаешь конунга? Такие вообще бугаи, прям, да, по телосложению. Пойдем, Ивар. Конунга это типа царя. След у тебя. Да. Как мы с тобой решили? Я с ним заговорю, а ты тихонько. Привет, Доброрим. Доброрим, по-моему, да, вот так правильно. Добро пожаловать. Подскажи, взять обычную версию или доплатить со всеми DLC основной игры хватит с головой? Дружище, я первый раз прохожу, я взял основную. Я думаю, что если надо DLC, то это самое. Там, по-моему, Гнев друидов называется. То я потом, наверное... Но если сейчас есть возможность, конечно бы я взял бы с Гневом друидов. Потому что там скидки. А вот по поводу Session Pass, это уже решайте сами. Каждый для себя вот прям. Тут вроде у ворот на другую клавишу назначен по умолчанию. А как тебе новый Ассасин, кстати, если ее такое сделают, то, как по мне, это позор и шаг назад. Ну, а как я могу судить? Я еще не смотрел. Я понимаю, что там типа якудза. Там, ну, в Японии, видимо, будут происходить какие-то действия. Посмотрим. Говорю, главное, чтобы был не туннельный какой-то, знаешь, вариант прохождения, а как-то более открытый мир. Пускай это вот как Одиссея, пускай это как Вальгалла, Истоки, вот такой вот план. Посмотрим. У ворот на другую клавишу назначен. Вроде кушка. Пробел, там прыжок. Может быть, Shift и Alt, Ctrl. Сейчас посмотрим. Подашь его. Вот так. Взглянешь ему в глаза и скажешь: Конунг Стюрбьорн. Да свяжут навеки наши кланы. Дружба и любовь. Ну да, типа мы свой клан должны воздвинуть. Воевать на землях, на чужих. Сегодня ты соединишь нас в один народ. Я очень горжусь тобой, Эйвор. Сегодня ты нас соединишь в один народ. Трезветь. Мой меч жаждет крови. Олаф. Я готов идти в бой. Славно видеть Это Олаф? столько добрых людей. Так я станцую. У них такие танцы, я не знаю. Я вспоминаю свой дискач, когда мы молодыми танцевали. Я аж шлепнулся. Так стыдно было. Но я, типа, не совсем был в здравом уме, скажем мягко. Эх, молодые годы. Так, ладно, куда нам идти?
Я безглавил псов Хельхейма, напиток Одина вкушал и троллей бороды лишал. Я обнаженным танцевал на берегах, где я... Это ты, что ли, рассказываешь? Понял? О, ты ничего не пьешь? Идем, найдем что-нибудь. Не могу. У меня дар для твоего отца. Опа, Ну и ну. Сигурд. Наверное, стоит как 2 дракара. Да, Ричард, расскажи, какой уже уровень тут ты апнул Отец просил меня, Сигурд. на максималочке? Как хочешь. Но ты останешься без меда. Как хочешь, но ты останешься без меда. В моем молоте. Что-то поиграть. Поиграй. А во что поиграть? Что тут за игры? Так. Кидаем клубок. Все, что ли? Ладно, пойдем. Ай, курица. И тут курица. Сложность все по максимуму. Короче, исследовать мир максимальный. Сложность боевки максимальная. Выбор агрессии, как я понял, стражников, ну или постовых, кого мы там, против кого мы будем, кого будем захватывать, тоже максимально. То есть реагировать будут по максимальному, поиски максимальны. Ну, браслет у тебя? Славно. Во время битвы Роста. на Северном пути его носил твой дед. Мама, Да, покажем Сигурду, что мы вчера сложили из камней. хорошая мысль. Тут даже мама с бицухой, блин, больше, чем у меня. В раза 2. Иди. Вручи подарок. Мама, ну у нее типа такой писклявый голосок, ну хотя у детишек он у всех такой тоненький. Но мне кажется, что это пока девочка. Так, чисто визуально. Сори. Вот, рыжка. Сколь! Стюрбьорна! Истинного конунга Рюгя Жульке! Сегодня мы родились заново! Сколь! Идем. Конунг. Да свяжет навеки наши кланы дружба и любовь. Спасибо, Эйвор. Отныне и навек я связан с тобой. Внемлите залы королей. Помчится песнь конем морей. Полью. Хвалу и честь тебе пою. Блин, такие застолья шикарные, да? Но храбрецов Вальгала ждет. Рок запоет и вспомнится. Кто в битву шел, кто в битве Допелся. к оружию, люди! Какой-то клан нападает. Пожалуйста, иди. Нет, Эйвор, еще не время. Вамил, hey man. Hey. Welcome to stream Russian. Это предсказано. Завеса поднята. Ничто не истина, пока не отделится от ветвей Игдрасиля. Вчера, кстати, это самое, пока настраивал стрим, я вспомнил. Девочка,
По-моему, канал. Блин, как ее называется? Короче, кавер, музыкальный кавер по этой Вальгале. Блин, мне так понравился, аж за душу взял. Исполнил на русском языке, типа вот эту вот скандинавскую или какую-то там, короче, вот песню из этой игры. Прям зачетно. Перевела все на русский язык, спела. Так, подожди, ну мне что, в дверь, что ли? Давай, попробуем. Ну, похоже на англичан. Идем. Эйвор! Одной рукой ребенка, второй их топором врагов рубает. Нет! Просто барышня. Езжай. С корабля, наверное, с моего, с того. Кьёти! Покажись! Братишка, смотри, какой прям. Довольно крови! О, может быть! Стреляй! Стреляй! Бери лошадь! Ладно, жди здесь. Теперь пришла твоя очередь слушать, ты, Трел. Прими судьбу и умри, как трус перед своими людьми. И я пощажу остальных. Нет, любимый, не слушай! Если я сдамся, ты пощадишь их? Даю слово. Нет. Нет, Варин! Нет, Варин! Возьми свой топор! Убейте всех! Ты пощадишь, да. Ну, кто слова нету, то там и чести нету, блин. Ну, слово я имею в виду не держит. Ну, как так-то? Ай-яй-яй. Мы упали. Кать, first time planning. Что это такое? Ну, на английском. First. А, время стрима, наверное, ты спрашиваешь? А, да, yes. Да, дружище. Ах ты, волки. One game, как это? One game. Первый раз. Это еще что? Вижу два разных потока данных, Лейла? помещенных в одной ДНК. Непонятно. Исправь или вытащи. В одной ДНК. Распарсить потоки фильтром. Подожди. Так, порядок. Точно. Не знаю, что случилось, но могу это обойти. Выбери один поток для стабильности. Пауза, как пауза? Анимус может смодулировать личность на основе мощности сигнала. Но решать тебе.
Вы понимаете, что произошло? То есть волк, по сути, вот как я сейчас воспринял, волк, по сути, напал как на добычу, да, увидев человека, съел его, но кто-то отмотал время, возможно, это Иису, предтечи, кто там первый раз отмотали время назад, и типа он взял топор и отбился. И сейчас Лейла говорит, типа, 2 ДНК в одном. То есть, обалдеть, как-то они развернули тут. Так, решил 3-ю часть пройти. Так, показалось скучно, неинтересно. Игра на раз. Потом поиграл в Unity. Там управление убогое. Хотя в свое время игры топ были. Сейчас бы не стал в такой. Ну, тут видишь, как это самое, Максимилиан. Опять же, я вижу это так, ты видишь так, кто-то по-другому. Но смысл в том, что если ты играешь изначально в какие-то начальные серии и по нарастающим, тебе кажется, как будто с каждой серии все приятнее и мягче геймплей. Вот по себе сужу. И как-то вот так воспринимается. Ну а если ты играешь, допустим, как игрок с последних частей, то да, то уже в первую тяжело возвращаться. По умолчанию анимус воспроизведет сильнейших на текущий момент поток генетической памяти мужской либо женский. Вы можете выбрать другой вариант в любое время. Мужчина. Так. Женщина. А тут типа рандомом. Ну, я мужчину выберу, конечно, чё. Ладно, зафиксирую и пойдем дальше. В эпоху, где потоки синхронизированы. И пойдем дальше, где потоки синхронизированы. Хорошо. Блин. Сколько ты гонялся за мной, брат Волка? 18 зим? 17? Не обо мне ли твои сны? Те, что так жаркие. А это помнишь? Топор Варина. Оружие труса. Это уже типа сын. От позора. Мало что я люблю так же сильно, как убивать им. Я понял тебя, я понял. Ты не склонишься. Будешь драться до самого конца. Этого я не позволю. Нет, ты будешь доживать свои дни в рабстве и унижениях, в муках, и подохнешь в одиночестве. Пусть его люди умрут, и пусть страдают. Эйвора, брата Волка, больше нет. Мир позабудет это имя. Обалдеть. За тебя дадут много серебра. На корабль. Норвежский воин. Нет, я понимаю, они еще в первой части мало оптимизированы там. Дернешься. Выколю глаза, ясно? Под нынешней системой. Ветра дуют с юга. На север, потом на запад. Я что тебе сказал? Йотви прикончит тебя. Ты никогда не уйдешь. Не. Нет времени, Сёнин. Мои люди в беде. Веди же меня к ним. Хельбур. Так, ВСД камера. Понял. О, точка синхронизации, как обычно, Норвегия. 872 год.
Мы вчера, кстати, вот Максимилиан разговаривали. Первый ассасин был в 1100 в каком-то году. А это еще 872. Я так, к заметке. А камера, в смысле... ну я понял, обзор влево-вправо, да? Хорошо. Поехали. Что еще тут у нас? Да, удержите В зрение Одина. Это привычно нам. Мои люди в беде. Нужно найти их. Окей. У него, видимо, тут ворон какой-то, что ли, будет, да? Ну, так-то если. Мои люди в беде. Опа. Следы. Зачетно. Видел это в Red Dead Redemption. Осталось только посмотреть, еще по навыкам окунуться, там как вообще выглядит. Также воин-лучник. Типа убийца. Паркур? Не понял. Пробел. Понял. Как слон посудной лавки. Выносливость. Так, мощные и слабые удары. А также особо атаки, не достигнувшие цели, расходуют выносливость. То есть, я понял, что надо постоянно попадать. А иначе ты выдохнешься от промахов. Ай, покушать. Как тут капустка, все такое. Ой. Ну тут уже привычные, по крайней мере, нам серебро. Не драхмы там, арены, флорены. Серебро. Ой, я привык к то, что в предыдущих частях Shift зажимаешь и залазишь, а тут пробел, как в предыдущих начальных. Где у меня большой палец от пробела ломило. Так лучше. Ешьте дикие ягоды, грибы и еду из горшков, чтобы установить здоровье. О, оно еще и автоматом не восстанавливается. Вот это новость. Я чувствую прилив сил. Это так, запасы полон, вы складываете собранную еду, чтобы потом кушать, да? Ну, теперь мы еще будем неким охотником. Видимо. Оставлю на потом. Так, нажмите, что H. Максимум провизия. О! Что Одиссей? Я лично Одиссей за Кассандру играл, она поприятнее. Разницы никакой. Здесь собрано все, чему вы обучитесь. Сведения о мире и его битвах. Мне просто нравится за мужских персонажей все. В журнале задания отслеживается ваш прогресс и заключение союзников. Так, задания. Вы всегда можете увидеть перечень территорий и связанных с ними заданий. Задание, которое вы отслеживаете, текущее отображается на карте на компасе в журнале заданий. Вход. Так, викингу предстоит спасти свою команду от заклятого врага. Найди, спаси команду. Зафиксировал. Карта. Да, карту я большую сделал. Не знаю, может потом что-то с настройками там по-другому. Ну, как есть. Понятно. Всем привычные точки. Точки нам сюда. А что это? Куда это пропал-то? Вот. Ну да, я ее просто убрал.
А, это, я ж с ягодами. Так, тут есть, значит, некое орудие в двух руках, да, я помню, мы можем держать. Это у нас лук, 2 топора, амуниция, сумка. Расходники всем привычные. Провизию можно использовать для лечения. Там, по-моему, на G. А куда я ягоды-то засунул, что они у меня прям по фулу такие? Ладно, потом. Навыки. А, да, и... Шлеп, 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 шлеп. Это долго? Но мне той ветки вполне хватит, чтобы ее как бы изучить, посмотреть. Третья ветка. Провизию, мешочек провизии прокачиваешь, лекалок больше будет. Мешочек провизии прокачиваешь. Зафиксировал, благодарю. Ну, тут, ну, это прям, ну, так. Вижу ворон. Вижу, это лиса, что ли, волк, наверное, да? А это кто? Типа змея. Значит, получается, это лучник, воин, ассасин. Видимо, так. Растоптать ассасин? Нет, наверное, по-другому. Подожди. Тут еще какие-то переходные. Шух, копье кинул. Атака с разбегу. Бам. Скрытая разведка. Ты просто это, блин. Тут еще, по-моему, больше вариаций. Может быть, как-то... Пусть судьба укажет вам путь, остатки очков навыка будут распределены автоматически. Можно перераспределить в любой момент. Понял. У меня урон от скрытых атак. Насколько я помню, тут навыки все прокачиваются полностью к максимальному уровню персонажа. Максимальному уровню. То есть надо тут... Так, дает бонус к мощности снаряжения ворона, атака, сила, оглушение, вероятность крит удара. Бонус к мощи снаряжения ворона. Урон в ближнем бою, урон от слабых ударов, уклонение. Урон в дальнем бою, крит удара, атака способностями. Яд. Яд, ребята. Ребята, яд. Я нашел свой яд. То есть, я к тому, что тут урон, типа, как-то и криты, и ворона качаешь, и скрытые атаки. Дает бонус к мощи снаряжения волка. Ворон, волк. Урон в дальнем бою, урон попадания в голову. Тоже вот урон от скрытых атак. Повышает вашу устойчивость. Блин, супер. У меня прям башка пока взрывается. В ближнем бою устойчивость, урон от способности, оглушение, урон от мощных ударов, растоптать. Волк и Мишка. Мишка! Вот он. Мишка дает бонусы к мощности снаряжения Мишки. Снижает урон от мощных ударов. Михалыч, как мне взять очко? Можно взять? Пока, наверное, никак, да? Мощь 1, очков навыков 0. Все, ребят. Билд определен. Вот улучшение. Требует особые материалы, провизии типа 2. Позволяет нести больше провизии. То есть, как типа в Одиссее, да, прокачка корабля. Выбираешь какой-то пункт.
Зажимаешь, если у тебя есть те или иные ресурсы. Не, ты не опнулся, пока меньше, чем линк, больше, чем. Ага. Стрела охотничья. Все, хорошо. Викинги, древнескандинавские, словно Скандинавия, да. Называли человека, который отправился в набег ради богатства, признания, чтобы прославить себя и свой клан. Ну да, это в принципе по лору. Был одним из захваченных героических деяний, которое должно было представить со времен слова стали называть полчаса так. В 9-м разбойничество процветало, головорезы были повсюду. В 7 королевствах в основном разбойниками становились представители бедных, маргинализованных каких-то слоев населения или просто разные негодяи, которые хотели заработать на жизнь насилием и запугиванием других людей. Пока что 2 фракции из 10. По регионам. Норвегия, страна людей, столь же прекрасных и суровых, как и земли, что их взрастили. А ее замерзшие поля, величественные горы и бездонные фьорды, место действия песен и саг, повествующих о многих славных подвигах. Неплохое начало для какого-нибудь романа, верно? Надо записать, может пригодится. Если вы стоите на краю или висите, используйте С. Нажмите, удержите пробел и бегите в нужном направлении. Эвро будут лезть или прыгать автоматически. Используйте пробел, когда лезете по вертикальной поверхности, чтобы увеличить скорость. Нажмите А, чтобы съесть провизию. Блин. Чтобы надеть плащ, удерживайте Б. Или выберите на селекторе быстрого доступа G. Так, это В. Зрение Одина. Это, видимо, на карте просто В. Ну, я понял, как в Одиссее. В, он взлетает и смотришь. А удерживать В, это ты подсвечиваешь. Верховая езда X. Плавание С. Геймплей, бой, уязвимые места. Выстрелите в подсвеченное оранжевым уязвимое место. Тогда часть его шкалы защиты исчезнет. Такие выстрелы оглушают врага, что дает вам некоторое преимущество в особо напряженных схватках. Чем меньше показатель защиты противника, тем больше урона можно нанести. Ну, понятно, тут броня гасит урон. То есть, чтобы добраться до урона, пробиваем броню. Пока запомнил. А кого он позовет? Что видишь сегодня? Что-то видит, брат. Точки обзора я зафиксировал. Так, лук есть. Пока 5 стрел. А мне куртку дадут? Цветок. Подснежник нашел. О, даже подсказка типа сосредоточиться. Ты сбился там с пути. Глянь, куда тебе надо. Обернись вокруг себя. Не лупит ли кто тебя? А вот там он, видимо, спасти команду. А, Максимилиан, мы там разговаривали типа про первые игры. Я помню, первые игры стримил, они типа в оптимизации на данное время очень тяжеловато. Твой преступник держит моих людей.
Так, понятно. О, 250 опыта. Ну, типа, я даже на SSD ставил, они тормозили, а потом нашел некий вариант в сообществе, что люди говорят, установите на простой диск, и не будет у вас загруженность SSD и проца там под потолок. Ну, в общем, многоядерность у них там никакая. Ого. Дружище, но тут это как бы... Вот, мы искупались. Снег идет. А ты нормально? Я бы уже носки бы поменял 5 раз, в одеял 10 укутался бы. О, красота. Просто сосенки. Или это кедр? Что там в Норвегии? Сосны, кедр. Наверное, и то растет. Англия. Расстрелы собрал. Нет, нет, нет. Вообще нет. Вальгалу и Одиссею покупал, тебе тоже несколько игр, Ассасинов дали. Нет, я каждую игру покупал за свои деньги кровные, Максимилиан, ты чего? Мне из бонусов только давали, вот, как ты видел, там 200 хеликсов, по-моему, в Истоках, в Одиссее и, возможно, в Синдикате. И несколько вот этих вот скинов. Ну, там, Охотник, этот, Алтаир, или как он там, Эцио. Мне нифига ничего не давали бесплатно. Сейчас, мужики, 2 минутки. Ты снова футболочкой? Бабушка подарил, хорош. А я прям как истинный, да, этот Эйвор с волком. Ну я за Михалыча пойду. Я по-любому, все, Михалыч это... Ребят, с вашего позволения. Пара-пара-па. Я просто максимальную версию Одиссея покупал за рубль, а там в комплекте еще Ассасин был ремастер. А ремастер уже... Слушай, я, по-моему, ремастер проходил. По-моему, я покупал ремастер. Может быть. Но это если мы говорим про третий. Но не Одиссея вот эти. Вы поделитесь, пожалуйста, до какого уровня, да, Ричард, дружище, до какого уровня дошел?
Какой билд используешь? Или тут нету каких-то неких билдов? Потому что в прошлой части там какие-то были некие билды. Ну, типа, выбираешь ветку. Стелс я понял. Для меня стелс не стелс. Я сейчас возьму воина, наверное. Мишка это воин, как я понял. И Мишка сейчас буду по стелсу играть. У меня так обычно получается. Все, поехали. Вот, первое мое сохранение. Собрать. Понял, что тут надо покушать собирать. Прячься в кустах. Уже? Целиться. Правая кнопка. Понял. Урон Воин Кьотви. при стрельбе из лука. Тут оружие бил. Снаряжение, как понял, не влияет на урон. Чем лучше оружие... Тут есть некая мощность, как я вот заметил, мощь 1. Либо это первый уровень. Нет, это не уровень. Уровень у нас копится. Ну, сейчас разберемся, посмотрим. Вот целится, смотри. Вот это вот уязвимое место, броня. Атаковать. Shift, мощный удар. Ага, пьешь ему слабое место, а потом добиваешь. Стрелы хищник, охотничьи и легкие стрелы. Так, а... Рог недоступен. Призвать дракара недоступен. Медитация и факел. А что там с плащом-то? В. Хоть плащ одеть там. Селектор быстрого доступа. Так, обеспечивают... Ага. Так, я понял. Деричер пропал. Он не пишет мне, каким билдом и как он далеко продвинулся. Любопытно. Максимилиан, давай тоже подрубайся. По возможности, конечно. Найди, спаси свою команду. Так, стелс, пошел. Дышать отходи. Ага. Я ее прошел. Уже на максималочке прошел. Мы ж в Одиссею только играли, ты говоришь, я пошел играть. Я там пару стримов, наверное, после твоих слов поиграл, а ты уже... О, красавчик. Подготовьте отпрыска Варина к продаже. Про оружие говорил, что самая имба это 2 кинжала. А остальных можешь принести в жертву. 2 кинжала? Че, как и в Одиссее, что ли? Не на максималках не прошел, а так... Сюнин, разведай местность. Не, на максималках не прошел, а тогда... Понял. Ну, мы, значит, будем с вами, ну, как обычно, более страдания, стелс с ближним боем сочетать, или наоборот, ближний бой со стелсом. Так, метки есть, лагерь есть, вражеские, поехали. Я, честно говоря, думал, игра, ну, пока что, пока идет плавно, какие-то оптимизации подзавозятся. Кьотви, лучше им не попадаться. Но думал, моя система не выдержит, а я имею в виду именно видеокарта. И мы заживем, словно ярлы. Если бы не клан Вор, Здесь мне точно не рады. все как берсерки. Эйвор, брат Волка, убил десяток наших. Эйвор
отведает хлыста. Сын Ярла, Сиб Броня спереди. в море, но без следа. Умрешь быстро. Грызёнок хочет лизнуть. Не спешишь? Ты заплатишь. Кстати, засекли быстро меня в кустах. Так, также трупы, да, поднимается, убирается, ага. Так, 2 кинжала. Тут вроде еще посох Гермеса будет. Его, как я понял, прокачивать надо. Посох Гермеса? То есть там копье Леонида, тут Гермеса? У тебя же вроде нормальная видюха. Не, у меня 2060 стоит. Средненькая, скажем так. Даже может быть ниже средненького. Она считается. Потому что средняя, я думаю, что это где-то район 70. 70, Ti 70. Топ это, наверное, уже 80 и выше. А ниже средненького это вот 60, 10, 20. Ну, самые, наверное, как по мне, минимум это вот 50-ки. Не знаю, может, я ошибаюсь. В разы слабее. Ну, по системным требованиям я смотрел. Там на официальном сайте прям есть таблица системных требований. По процессору, по оперативке там можно и на ультрах бахать. А вот с видяхой там, конечно, моя только для среднего качества. Да и пойдет. Пойдет вполне. Пойму, дело чести, найди, спаси свою команду. Там просто желтая какая-то отметка. А, нам в любом случае сюда. Говорят, видеокарты, возможно, в марте будут стоить адекватно. Но я сейчас наблюдаю, чисто по магазинам немножко цены падают. На процы, на AMD. Может быть, с выходом новых интелов, как вариант. На видеокарты не скажу, они то есть, то их резко нету на следующий день. Опа, березки, березки. Вот березки, я знаю, зайчики вот это любят обдирать. Но не так высоко, конечно. Я помню, как-то с отчимом пошел за грибами. Он мне из такой коры, я уже, наверное, может, рассказывал, кто-то слышал. Из такой березовой коры сделал кулек. Вот куда мы семечки обычно плюем, кулек делаются, да. Он мне из коры сделал. И я собирал туда, в эти кульки, короче, бруснику. Ягоды. Эх. Какое же было прекрасное время. Он грибы, а я бруснику, короче. Ежевика, там брусника. Так если 6500 игру тянет, а она в разы слабее этого. А, ну и все окей. Потом подредактирую, там, может быть, что-то улучшу, может быть, что-то ухудшу. Разберемся. Пока комфортно. Кто там? Звон железа. Где-то рядом идет бой. Вставай, вставай, братан, вставай. Он у меня вообще никак не поворачивается. Да, старый пес. Ты жив? Да. Ускользнул в суматохе свалки. А с тобой что? Кьотви пожалеет, что хотел продать меня в рабство. Не Ах ты. Я видел, как он взошел на дракар в Авальдснесе. Отплыл на восток, а нас оставил. Наверняка еще можно всех спасти. Я найду их, а ты готовь корабль. Хочется славы? Думаешь, спасешь всех в одиночку, и о твоем подвиге сложат песню? Тогда я пойду на берег, убью врагов, захвачу наш дракар и подниму парус. Что скажешь? Нет, я сам туда пойду. Это куда опаснее. А ты поищи наших в доме. Вот, возьми. Мертвецу он ни к чему.
Опа, щиток. Встретимся у корабля. А можно некий хотя бы плащ? У него, кстати, наколка, заметил это, или татуха, как она? Это орла. Битва за Северный путь. Значит, это цепочка заданий. Так, я дал... Щит кланов Ворона. Вот, легкий щит. Окей. Что тут у нас? Можно мне какие-нибудь стрелы подружиться с волком, с медведем? Я понял, щит. Для оружия есть 3 главных ячейки. Каждое оружие уникальное предлагает свой стиль боя. Значок отображает всякий раз, когда вы добыли новое оружие. Оружие, ведущее рука, это 1. Ведущее, да? То есть правое. Бьем мы правой. Сейчас я секунду прочитаю. И стиль боя будет основным источником урона. Щиты также можно использовать в ведущей руке, это усилит защиту. Оружие или щит во второй руке определяет второстепенный стиль боя. Двуручное оружие занимает обе ячейки. Двуручное оружие. Вдобавок к оружию ближнего боя вы всегда можете использовать лук дальнего боя. В игре есть 3 типа луков, требующих определенных стрел. Более удобную информацию вы можете увидеть на страничке статистики меню снаряжения. Статистика меню снаряжения. Пока статистику я не вижу. Так. Вот это еще. Скажите, пожалуйста, это мифология, я вот все путаю, скандинавская или кельтская? Как думаешь, 6600 XT ROG Strix Gaming за 57 стоит ли брать? О, Максимилиан, я в Радионах, честно, я уже не помню. Как, что там. Я помню, что у меня было 30, 70, 50, двухчиповое, по-моему. Потом перешел на 48, 50. В Crossfire 2 штуки стояло. После я их продал, и с тех пор я не пользуюсь Радионами вообще. В детстве с другом в деревне за малиной. Залез на большую кучу веток, так как там были огромные ягоды. Нога провалилась в между веток, на которых стоял. Повернул голову просто так направо и вижу рядом с моей ногой, которая провалилась, на расстоянии метра лежит огромная змея. Благо, что она решила уползти, а не тянуть меня. Жестко прям, ну и... Блин, не надо про змей. Реально жестко. А я помню, как нас дядька в огороде гонял. Мы залезли за горохом в огород. Дядька кидает нас палки, орет, прогоняет. А мы, короче, сели в этот горох. А там он такой высокий. Ну, уже отбежали подальше, не в горох, а там рядом с горохом трава, сок, что ли. И рядом я сижу в кустах, прячусь, короче. А рядом со мной нога такая этого мужика. И орет. Берет там железку, палку и в нас кидает. И я думаю, блин, он стоит прям рядом со мной. Ну, вот типа того тоже. Такая измена была. Все. Раньше... Собирать ягоды пропало сразу меньше, чем линд больше, чем... Да, это понятно. Раньше я к тому, что за клубнику можно было по такой шапке огребсти. Слушай, а я не пойму, а что это за золото такое показывает? Это какой-то некий золотой рудник, что ли? Дело чести. Но я еще не выполнил дело чести. А по поводу видюхи, не знаю даже, вообще без понятия. Сейчас даже топовский какой-то процессор смотрел, собирали. Интеловский. Какой там, 12900, что ли? Как он там, топовский? 50 с чем-то косарей. Видюха дороже стоит, чем процессоры хорошие. Так и кишит людьми Кьотвии. У главных ворот меня могут заметить. Здесь полно стражников. Так. Так, я зафиксировал. Тут нужен некий стелс. Все желание, говорит, ягоды собирать отпало.
Брат, плащ. Плащ есть? Плащ. Плаща пока нету, друзья. Придется без плаща. Длинный дом. Мои люди должны быть там. Думаешь, там, да, их прячет. Попробуй, пока он один. В крыше где-то должна быть Когда брешь. шел в деревне к соседу за яблоками словить, мы только услышали пару глухих ударов и дикий крик. Я так и не понял, как друг перемахнул вторых-метровый забор, не О. цепляясь за него меньше, чем лень, больше, чем. Расчлененка тут присутствует. Обалдеть. У меня была тоже похожая. Я понимаю про что-то. Я вот только не пойму, я сзади подхожу, но он у меня не бьет какими-то ударами. Ну так, чтобы, типа, усиленный. Может быть, пока нет у меня, да? Соответствующего снаряжения. Предположим. Зрение Одина. Лети, Сюнин. Я вот сюда вот хочу, там золото. Тебе пока недоступно, дальше по лору появится. Спасибо. Буду знать. Что там? Что там показали? Золото, золото. Что там с золотом? Первым делом золото. Понял. С топора не идет, а с лука разбиваешь. Состояние территория. То есть также влияние, да? Некая территория убираешь. Поднимаешь или как-то там снижаешь. Вот зрение тут хорошо, что хоть не так надо, я смотрю, прокачивать. Попал по замку. С топора просто я не попал. А так, по идее, должно ломаться. Зафиксировал. Не ори, ты чё орёшь-то? Я по стелсу. Максимум провизии. Покушать нам пока не надо, мы не голодные. Мы только с озера как бы. Что это такое? Шкуры. Ладно. Команду сейчас спасем. Только как бы зайти туда так аккуратно, что... Кажись, зачистил, там один человек остался. Остальное у нас... Какой-то там аванпост чуть дальше, да? Или крепость. Ну, сова, открывай, медведь идет. Вот даже в 9 веке, смотри, черепица была. Это ж черепица, да? Да.
попаду по шее. Будет неприятно. А я рад напоследок устроить тебе неприятности. А, это еще этаж. Я уже атаковать собрался, а он еще ниже. Ну... Это у кого? Здесь женщина бьет? Жалкий трус, развяжи меня и дай топор. А, нет, мужчина. Ничего тебе не должен. Весь твой клан — треллы да пахари. Эй, ты! Положи свой топор или умри! Ты же должен плыть в Ирландию на корабле с рабами! Но если хочешь стать первой жертвой, Один будет только рад тебя принять. Смотри, у меня есть лук и стрела. А еще я, наверное, яда все-таки возьму. Я продам тебя в рабство, Хель. На колени, и я пощажу тебя. Замолчи и дерись. А, опа, альт уклониться. Сдохни, мешок дерьма. Альт уклониться, Михалыч. Стрелы кончились. Ягодку, опа. И фулл хп. А нормально, смотри, уклоняется. Ну, альт, я же нажал альт-то, ты чё? А, я получаю теперь, я понял. Вот. Молотками по ушам. Чпоник. Перепонки. Чпоник. Отец, не стоило тебе выпускать этот топор из рук. Если я сдамся, ты пощадишь их? Нет. Нет, Варин. Нет, Варин! Возьми свой топор. Убить их всех! Нет! Тот самый волк, который нас, видимо, поймал. Куда-то нас друзья повели. Эйвор, ты одурманен? Развяжи нас! Что? О, да, сейчас. Доспехи клана Ворона, топор Варина. Главный бой, брат Волка. Хоть ты и слегка потерял голову. Слушайте, вы можете сражаться. Так давайте вернем корабль. Нас не нужно просить дважды. Я сейчас стрел возьму хотя бы. Так, стрелы есть. Какая тут еще есть некая хотя бы амуниция-то? Подожди, солдаты. Фу, топор Эйвора. 54 оглушение, 55 скорость возврата с каждым попаданием до 10 до 6 раз.
Урон от мощных ударов возрастает после каждого полученного слабого удара. А, это топор ворона, это топор, кстати, медведя. Ну, топор Варина. Я имею в виду по логотипу. Щит пока ладно, нам надо что-то такое. Тут можно сравнить. Улучшить правой кнопкой. Уклонение. О. Усталость мощности. Короче, запас мощности. Ну, это выносливости. Уклонение, вес. Усталость, слабости. Даже как вот эти два параметра? Броня, ладно, понятно. Уклонение, понятно. Вес тоже понятен. А вот усталость слабости и усталость мощности. Тут, видимо, некий есть запас самой выносливости. И есть где-то затрат самой выносливости. То есть в этих тяжелее нам будет драться. Ровно на 3 единицы. Но также на 3 единицы тут растет усталость мощности. Хорошо, что с перчатками? Броня возрастает при снижении здоровья. Дополнительное увеличение вероятности критического удара. Так можно весь комплект поставить или нет? Рубаха Трелла. А вот он, плащ. Мне шлема не хватает, ребята. Кто шлем украл? Где шлем? Блин, верните шлем. Все, пошли в атаку. По стелсу, по стелсу. Q удерживать атаку двумя руками. По моей команде. Я думаю, мои там сами за себя постоят. Смерть пришла! Опа! Ягодку, ягодку надо. Убью! Раздавлю! А можешь просто 2 топора поставить? Здесь есть наемники, а вот это вот я не могу сказать. Щиты ломаются, это уже хорошо. Можно музыку и эффекты потише сделать? Да, конечно, конечно. Я же, наоборот, только за. Громкость эффектов и музыку. Вот так вот, наверное, да? Так, а если я 2 топорика поставлю? Вот так. О. Если еще надо убрать, то пиши обязательно, ребят. Пишите.
Что-то мне складывается, что тут луки будут эффективные. Пока норм. Хорошо. Их тупи прибить могут твоих напарников. Но перед тем, как они отправятся в Вальгаллу, их можно поднять. Что-то улучшить там. Забываю, короче, что надо альтом уворачиваться. Это что за бумеранг был? Кровь синяя. Сбить тупицу с ног. Вы же учили Глиму. Помогаем, помогаем. Глянь, шнырь. Пшеница засел. Так, это я понял. Поднимать, ага. В Одиссее имбовый был лучник. У меня с лука миллиона вылетали. А у меня 1% от миллиона. Ну тоже миллион. Ну у меня там максимум может 100 тысяч вылетит с критом. Ой, 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 тихо. Хранилище заперто, и вор туда не проберутся, но крыша у него ненадежная. Если дождь испортит товар, Кьёти будет в ярости. Что? Подожди, что тут за товар? Повнимательней. Ну там он вроде кто-то стоит, и один из моих. Не один, он еще двое. Нормально, значит. Что-то Кьёти будет рад. Пока что я Тави. И шлем ворона не могу понять, есть ли он тут вообще или далее. Типа для сета. Ладно. Поехали по заданию. Доберись до своего драккара. Вот она, добыча. Так, он мне не нужен, подожди. А добыча именно есть? Еще нет? Подобрать. С лука 12 миллионов бывало. Все, мы сытые. О, тут смотри, сколько их. Ребята, ехо-хо. Отправляйтесь домой в Форнбург. Так, браги, на весла. Путь китов зовет нас домой. О боги, давно
давно пора. Путь китов, говорит. И начинай грести. Потянуть парус, плыть по реке. Поднять парус. Слушать песню. Z. Куда хоть плыть-то, блин? Ребята. Е, чтобы, подожди, плыть на метке на карте. Так, давай по заданию. Отправляйся домой, Форнбург. Сюда, что ли? Понял. Извините, метку снял. Да, небольшая привычка к геймплею, управлению. Все. И он поплыл, потек сам своей дорогой. Хорошо. А где музыку? Ты виноват, и тебе нечего сказать? Во-во. Понесли потерь в бою, а наши враги заплатили жизнью за дерзость. Что еще говорить? Ну, например, я был глуп, безрассуден, упрям и слеп, а еще я пахну кровью и дерьмом. Я сказал лучше, чем ты. То есть ставите отметку на карте, нажимаете Е и поехал. Решил разбить лагерь на том острове. Люди Кьотви вгрызаются в любые клочки земли, как псы в кость. Спустить парус. Так, стоп. Я предлагаю их, это самое, разбить. А потом дальше по своим этим, по меткам идти, там, плавать и так далее. Клан враждующий, а? Подними парус. Так, набег. О, набег. О, у меня горн есть. Накормим же ворона! Мужики. Хорошо. Ягодку съели. Такой ты где-то в драку влез. Тут, походу, двуручники будут самые лютые по урону. Ну, по идее. Идем, мы тут задержались. Кинжалу топ, но урон это, наверное, или топоры двуручные, если есть тут таковые. Чего? Зачем ты труп-то взял? Все, все. Увальгали. Осмотрись, Сюнин. Чего, осмотрись? Удалить все метки, установить метку. Он тут цель не подсвечивает, он просто метку ставит. Вот она. Показано, что что-то есть. Там тоже что-то есть. Тут, короче, можно поживиться. Погнали. А как он его зовет, ворона? Сенин? Осмотри, Сенин. Укус кости. Укус кости, говорит. Кто там? Датский топор. Мужики, вы куда? Подожди, не убегайте. Там еще, мы не закончили.
Пиздыч. А? Да, тут просто ребята пишут это самое, ну, потише сделать, я поэтому попросил проверить. Так, а где эти залежи? А ты смотрел сериал «Дружина»? Он похож на Вальгаллу. «Дружина»? Нет. Если сериал «Викинги», нет, я не смотрел. Ты смотрел «Дружину»? Тоже не смотрел? Почему ты не смотрел «Дружину»? А, разбивать надо, ё-моё. Я, кстати, просто так подумал, надо что-то сделать. О, буду знать, хорошо. Они плохо придумали. Легендарное оружие топор 1 можно получить только Покажи после мне прохождения основного сюжета. Плохо придумали легендарное оружие. Это здесь-то? Легендарное... Топор Одина можно получить только после прохождения основного сюжета. Ну, я вообще в целом так-то понимаю, что... сейчас. По-моему, даже в Одиссее есть такое, что легендарное оружие такие хорошие, да, уже после основного сюжета. Да. Но это, чтобы это игроков удержать, наверное, я не знаю. Нет, это не Викинги, дружина русский сериал, там неплохие спецэффекты. Не смотрел Максимилиан, честное слово. Я вообще сериалов не очень, скажем так. Так, есть некоторые. Так, снаряжение можно улучшить, используя найденные материалы. Значок вверх отображается на снаряжении, если у вас достаточно материалов для улучшения. Снаряжение можно улучшать несколько раз. Каждое улучшение повышает базовые параметры предмета. Улучшение колчана увеличит количество стрел, которые можно носить для каждого типа лука. Улучшив мешочек, это важно, для провизии, вы сможете носить с собой больше провизии. Это важно, но у меня нету этого. Что-то там не железо, не дерево. Так, вот хотел топор посмотреть. Этот у меня стоит топор. Укус кости. Тут что-то у него атака высокая. Еще можно улучшить. Топор Вариана. Ага. Подождет у меня это улучшение. С луками у меня пока... Посмотри потом трейлер, может тебе зайдет. Может быть, не спорю. Извиняюсь. Как это кино «Лето пламя»? Как она? Сериал. Блин, я извиняюсь, меня прямо аж поперхнулся. Да, «Игра престолов», вот сериал смотрел. Нет, ну, я к тому, что я сериалы вообще не любил, но «Игра престолов» как-то посмотрел. Мне люто жарко. А? Или это пламя, то, что я называю? Ну да. Так, улучшение мы будем... Давай, наверное, лук я. Или провизия. Ничего не буду. Все, оставим. Главное, мне сказали, провизия, колчан, стрелы, а потом все остальное. Но только я не понимаю, как тут перевес? Перевес почему тут определяется? Тут же есть типа снаряжение. Чего недоступно? Как? А, это двуручный топор я одел. Укус кости, да? Да, для 2 рук. Ёлки-палки. Анимус обучения свойства. Уклонение атаки. А я тоже не смотрел. Мне говорят, посмотри, глянь ее. Ну вот я типа, да ну нафиг. А потом посмотрел и зачет. Но последние, по-моему, как этот сериал, все вообще там обломал.
было, скажем так, интересно до последнего момента. И нет, я досмотрел. Я помню там, чем закончилось. Но, блин, ну муть, короче. Это плохо, когда меняются эти сценаристы. Поэтому так это чисто ровно отношусь к сериалам. Ладно, давай мы по заданию направимся дальше. Отправляйся домой. Так, а где метка-то? Вот она. Все, появилась. Парус поднять! Я не фанат, для меня это фигня полная. Не, она интересна, интересно все начинается, а потом такая И будет сильнее, чем прежде. Не удивлюсь. ахинея. Эту войну ведет уже 3-е поколение. Вряд ли Кьотви сдастся так просто. Твоя ненависть пылает жарче костра. Так, что может согреть мне? Что-то какое-то прям размытие. Лучше штаны из тюленей кожи? Штаны из тюленей кожи. Ненависть может ослепить тебя. Он убил многих из нас, не только твоего отца. Ты не один в этой битве. Так, мне, походу, надо вот так вот отплывать. А как? Подожди. А, вот. Набираем Z, плыть до берега, а потом E для... Стюрбьерн будет недоволен, что ты его ослушался. Холодрова в главной роли. Разумеется. Первым И мужем тебя это матери не дракона. беспокоит? Меня беспокоит только одно. Он слишком поздно поймет, что я прав. А что Сигурд? Что сказал бы он? Будь Сигурд здесь, он бы сейчас вытирал кровь с топора и улыбался, подставив лицо ветру. А куда Сигурд, кстати, пропал? Нас же с коня типа сбили, когда мы убегали. Сериал видеть с И что ты скажешь? Хала Дрого в главной роли. Первым мужем матери дракона. Мы напали на крепость Кьотви, его власть. А то, что ты чуть не потерял своих людей, а сам едва не угодил в рабство, это войдет в твою сагу? Скальд, который отважится спеть об этом, замолчит навеки. Что-то замолчит навеки, ладно. Пока, честно, сложность не возникает никакой, вот, типа, на максимальном бой. Вот единственное, только во всяких управлениях сейчас подразберусь, чтобы попроще было. По-моему, смотрел это самое обновление, там какое-то описание будет, да, этот для Вальгала. Сейчас, ребятки. Так, игры, что там вообще в целом-то будет? Мы ж типа пока что играем, и к чему быть готовыми? А, вот, для фанатов, короче, на ультрах играть в 2К, 30 FPS, AMD 5700 XT процессор. А, нет, это видеокарта AMD RX 5700 XT либо 2080. Это прям на ультрах. А по процессорам это AMD Ryzen 7, либо Intel 7 9700, либо 3700X. Короче, процессор тут так. Оперативочки 16. Ну, такие требования не шибкие. Вот только по видюхе у меня немного.
отстает. Где-то на отлично, скажем, вот с 1080 ее сравнить. Потому что для фанатов там и на ультрах там 2080 супер или 2080 8-гиговая должна быть. Где-то читал патчи, не могу понять, где он там есть-то. Сейчас продолжим, да, друзья, я просто немного вскипел, блин. Отдышусь пару минуточек и поедем далее. Не пойму, где он есть-то. Что-то там производительность, исправление каких-то там, блин. А, чтобы типа не агрессировали, что-то там такое. Пурум-пурум-пум. Да, квесты легкий, максимальный уровень. Максимально, как будто повествовательный. Да, возможно, это только повествовательно идет. Вступление, так скажем, история. Сама игра, возможно, будет позже. А, вот, бесплатные выходные. Кстати, Вальгалла будет бесплатно, если кому интересно. По-моему, с 24, да, Мишанька мне сказал. 24 по 28. Так что, прям, если есть желание, можно получить бесплатно поиграть. Награда, вот, отпразднуйте 35-летие с Ubisoft, разблокируйте эту эксклюзивную черную татуировку, получить бесплатно, получаем бесплатно. Скакун племени, получить, вот, за 30 голды, типа, вот, Максимилиан, тут есть, показать все награды. Можно астральный клинок, клинок Скади какой-то ледяной, за 100, но у меня всего лишь 82 монетки. Костюм Байкова, уникальную форму. Разблокируйте уникальную награду Assassin's Creed Valhalla. То есть она у меня уже где-то есть. Костюм Байка. Вот в этой игре. Лунный свет, спартанский лук, белое сено. Облик белое сено для вашего ворона, типа орлана. И тут наборы всякие за 30, за 60 монет. Вас ждут иллюстрации аватара, скриншоты, логотипы, многое другое. Получить бесплатно. Получил. Винвальский ворон. Получить бесплатно. Получил. Герб какой-то. Получил там вообще. Сама игра начнется, когда в Англию поплывешь. Костюм Алтаира бесплатно. Костюм Басина бесплатно. Опять логотипы. Сейчас посмотрим. Я в игру зайду. Лук Энхейров какой-то. Разблокируйте эту уникальную награду. Тоже бесплатно. Татуировка, песни. Опала, сезон 3-4. Одина, татуировки. Тут костюм Эдсу. Боже, тут. Так, ребята, дайте знать. У меня что-то там соединение было разорвано. Сама игра начнется, когда в Англию поплывешь. Так. Это хорошо. У меня там, если что, F5 прожмите. Что-то с игрой. Сейчас я... рассинхрон какой-то. Подожди. Часто стрим прерывается. Там это самое. Прерывается. Я вчера читал в новость в подъезде. У нас ведутся некие какие-то интернет-работы. Ремонтная. И, короче, может крашиться. Ну, короче, с работами связано. Посмотрим, что сейчас я наполучаю. Потому как, может быть, при следующем заходе в игру я получу все какие-то новинки. Ну, там очень много было сейчас татуировок всяких, коней каких-то. Где это все посмотреть? Сейчас, друзья, 2 минуточки. Привет, зачем думать о требованиях ПК, когда можно купить PS5 и играть в игры не думать? Нет, мне просто было интересно. Я не думаю, у меня нормальный ПК. Я просто смотрю на видеокарту производительности. PS5 56 косарей Люцифер стоит.
Можно видюху взять и поставить и повыше, и вообще не заморачиваться. Но пока можно работать, монтировать и так далее. Я не знаю, где вот там на плойках такое нашли. Хотя плойки дешевле, я согласен. Сейчас, минуточку. Все, продолжаем, друзья, да, по игре. Собрались. Пойдем мстить клану. Или что там делать? Поговорите с Рандви. О, кормилец Воронов вернулся. И даже живу. Мы думали, что потеряли тебя. Навсегда. Ты всегда тепло встречаешь меня. Ты неважно выглядишь. Что случилось? Достаточно сказать, что люди, которые задержали нас, мертвы. А ты как? Хорошо. Хотя, признаюсь, я весьма утомилась. Его подруга, наверное, будущее. Он тобой недоволен. Я так и думал. А Сигурд? Он вернулся после набегов? Должен вернуться сегодня. По последним вестям, он где-то у Ставангера. Рад слышать. Нам нужна его храбрость. Сигурд не спасет тебя от гнева. По-моему, все равно главный персонаж Не понял? громко говорит. Набег прошел не слишком гладко? Они редко проходят гладко. Но мы убили много людей к Йотви. И среди мертвых тел я нашел топор отца. О, после стольких лет. Отнеси его Гуннару. Топор нужно наточить. Так и сделаю. Но сначала к конунгу. Не советую идти сейчас. Он беседует с посланником с севера. Подожду. С посланником севера. Ты сам не свой. Что-то не так? Я не видел топор отца 17 зим. Во мне что-то пробудилось. Впервые с того дня, когда отца убили. С того дня, как я получил этот шрам. Скорбная память горька. О бедах, о боли. Поговорю с Валкой. Она поможет мне понять мои чувства. Не торопи себя, не спеши. Встретимся в длинном доме. Ты уже не тот, что прежде, как и этот топор. Может, Гуннар поможет и тут? Как узнаю, скажу. Дело чести. Да, я вообще не понимаю, зачем писать, что консоль типа лучше чем-то или хуже чем-то. Консоль есть консоль. Консоль для игровых задач. Это типа что-то... Это что-то типа сел да поиграл и все. Но ты там не смонтируешь, ничего не сделаешь. Я не понимаю, зачем пишут это уже не первый человек про эти консоли. Хорошо иметь и то, и другое, я не отрицаю. Но это каждый хозяин барин. Хочется, не хочется. Ни фото, ни видеомонтажа, ничего там не сделаешь. Ни какую-то оптимизацию там под свои нужды там. Фиг его знает. Ладно. Это такое себе. Но там игры, на играх, конечно, разоряешься, с одной стороны, а с другой стороны, там есть даже платная подписка, вроде как. Где игры бесплатно можно играть. Так, применение навыков в узлах позволит улучшить боевые навыки. Узлы параметров улучшают базовые характеристики. Основные навыки разблокируют боевые умения.
Узлы, где применены очки навыков, увеличивают вашу общую мощь. То есть это мощь моя. Так, я понял. Чем выше мощь, тем лучше вы подготовлены к грядущим испытаниям. Так, это тоже понятно. Я могу освоить пока что урон в ближнем бою, урон в дальнем бою, урон от скрытых атак. Так, пока со скрытностью... Нет, такое. Давай мы предположим. Я взял... Ага. Устойчивость в ближнем бою. Так. Атака способностями. Так, здоровье. О, здоровье. А где яд? Яд. Мне яд интересует. Только здесь, да, яд. Дает бонус к мощи снаряжения пути волка. Не, мне Михалыча. А там у Михалыча есть яд-то? Михалыч далеко. Атака способностями. Фух, ну, ребят, блин, без яда придется тогда, потому что очень много пока туда тратится. Но если судить то, что написал нам этот самый The Richard, да, или кто там проходил, что со всеми уровнями ты прокачаешь все очки навыков. Ну, то есть эти, заберешь умения. Пока идем сила оглушения. Также можно перераспределить. Теперь предмет. Вот что такое, где она? Вот, оглушение 67, атака. Оглушение. То есть это как шанс оглушения. Что это воспринимается? Да, Ричард, помогите. Что такое параметр оглушения? Смотри, атака, понимаю, сила урона. Мощь — это общий показатель. Скорость. Скорость — это, видимо, скорость атаки. Вес, понятно, зависит от выносливости. Точность. Точность, видимо, оружия. Оглушение. То есть тебя оглушает, что ли? Или при оглушении? Пока не знаю. Тут есть некая база знаний. Рандви, любовь Рандви и Сигурту Так, подожди. Любовь Рандви к Сигурту. Это жена. То есть это, короче, девушка любит нашего брата Сигурта, да? Я понял. Приняла форму знакомому большинству людей клана Ворона о обожании на расстоянии. Из-за того, что после их свадьбы Сигурд проводит много времени в странствиях, это двое по-прежнему мало знают друг друга. Но Рандви, женщина, прагматичная и наученная горьким опытом своих предков, понимает, что есть вещи куда хуже, чем брак по расчету. Даг, будучи самым крепким и сильным из друзей детства Сигурда, Даг был... Так Даг, по-моему, в разы старше. Ладно, Даг был уверен в своей судьбе. Он думал, что будет правой рукой Сигурда, когда тот станет конунгом. Но потом из-за одной из сожженной деревни все пошло наперекосяк, когда конунг Стюрбьорд взял оттуда сироту к себе на воспитание. Даг понял, что его отношения с лучшим другом изменятся навсегда. Но, как ведомо, был одним только Мойером. Кьёти. В кровавых войнах, терзавшей Рюгьяфюльке, погибло много викингов, но мало кого будут помнить с тем же страхом и отвращением, как Квёнки жестокого. Путь Квёнки к вершинам власти, начавшийся в маленьком незначительном клане, был коротким и полным жестокости. Ходили слухи, что ему помогли некие тайные союзники издалека, но тех, кто так говорил, довольно быстро заставляли замолчать. Кьётви сомневался в том, что его сын Горм будет достаточно силен, чтобы захватить Рюгьяфюльки, поэтому решил лично покорить эти земли, пока не пробил его смертный час. Клан. Это клан у нас. Один. Вот, кстати. Повешенный, крушитель щитов, седобратый, странник. Это лишь часть имен всеотца Одина, которых у него еще очень много. После того, как он создал из скелета мертвого великана 9 миров, Один хотел освободиться от уз судьбы, ведь ему было предначертано погибнуть в пасти чудовищного волка. Ну, как раз про этого волка, который солнце, да, у них там съел.
Жажда всеотца получить знания, а с ним и силу была неутолима. Он получил дар видеть все, принеся в жертву свой глаз. А потом провисел 9 дней на древе Идрасиль, прибытие к нему копьем, чтобы в близости смерти обрести мудрость. Когда всеотец не руководит другими скандинавскими богами, он путешествует по миру смертных Мидгарду. Чаще всего в обличии бородатого, одетого в длинный плащ старика, широкой шляпой на голове и посохом в руках. Посох. Один, как он есть, а? Один, как он есть, а? Что-то какие-то прям загадки. Короче, Один ходит. Я думаю, что Один это тоже Иссу какой-то некий. Так, по заданиям нам что надо сделать? Эйвор возвращается домой к разговору с отцом. Серьезному. Видение Эйру ищет совета у местной Вельвы. Давай к Вельве сходим. Чего? Завтра стрим. А что такое? Эйвор, жизнь сурова, а? Рад тебя видеть. Давай на вечер, конечно. С утра постримлю, а вечером съездим. Я только... Эйвор, ты привез нам Чего? сокровища? Я сберег свой корабль и дружину. Это дороже серебра. После 5. Ну мы на такси с вами ходим. Нужно серебро. После 5. Камни. Да. Почем тебе знать? Ты-то не был в Выбирай, отслеживай или не отслеживай задание с помощью журнала. А я не пойму, а где мне вот этого волка-то брать? Тут пока только улучшение, а где мой волк? Вот сумка я вижу, орел, волк. Где их поставить-то? Тут до сих пор я не могу улучшить пока. Выпьем, друзья, и повеселим богов. Выпьем за любовь. На-на-на. Как твой мед? Ту-ру-ту-ту-ту, твои глаза. Выпьем. Лишь больше одного рога. Ответить не мог. Я тебя перепью. Подожди. Извиняюсь, тесто для хинкали вымешивал. Я что-то другое подумал. Меня женщина хочет перепить. Медовуха. Не пробовал. Но мед я обожаю. Просто вот мед, чай. Это самое, я не пойму, у меня ворона, это Ричард, да, пока вот если здесь. Ворона можно как-то скины поменять? Или это пока рано все? Я тороплюсь. Так, как тут? Надо попадать в кружок. Давай, разгон, пошел. Еще второй рожок. Сколько я? Сколько там литр? Блин. Вроде можно, но я не менял. Не, я там просто наполучал этих всяких разных обликов. Да хватит тебе, Д. Нужно еще ДИА прожимать XD. Вы проиграли, что? Главное перепить вас всех. Да вообще. Огорчайся. Большинство этих бакраутов давно валялись бы под столом. Пить, короче. Ладно, мать, я понял, ты профессионал. Пошел я отсюда, харю мочнул. Друзья, и повеселим богов. Да ну тебя. Так, а дом Увалки у нас где? Вон он где.
Она какая-то, это самая, читорная бабулька. И то ли она привязала себя, чтобы не шататься, АД. У меня больше вот это, АД. Так. Коняшки, мое почтение. По-моему, Z. Что-то как-то ты едешь-то у меня. А, вот, все. Shift и пошел. И давай, на разгон. Давай еще попробуем перепеть. Да я сейчас вернусь. В ту деревню. Я просто хочу сюда заскочить. А как слазить? Он меня не слазит. Я бы типа не скакал, а просто через гору бы сейчас перелез и все. Ага, прицеливаться вижу. По-моему, G там что-то, да? Призвать скукуна. Осмотрись вокруг. Я с коня не могу слезть. Что? Подожди, это вообще не туда. Кодекс. Кодекс. Конь. Нет, не сюда, кодекс. Если скачешь не по дороге с помощью шифта, то у лошадки тоже стамина улетает. Ага, это стамина, выносливость, да. Не, слезть как? Чтобы сесть, нажмите Е, блин. Будет способность, чтобы коношка плавать умела. Нет. Как слезть-то? Не, Е, нет, не работает. Что это? Что, как-то? Вот это да. Чтобы позвать скакуна X, или выберите на селекторе G. Чтобы сесть E. Чтобы двигаться, припрошить Shift. C. C, говорит, а затем пробел. C. Ребята. Да, немножко привычки. А, это... Валка? Песни мира можно слышать лишь в тишине. Хамурам. Хамурам. Свала. Это хвала и приветствие. О, древние, я взываю к вам, услышьте же. Мне что-то космоса в голове. И Фрея, благодарю вас за дар Сейда. Благодарность и награда. Эйвор, давно не виделись. Что привело тебя ко мне? Я пришел за советом. Для себя, а не для клана. Подойди. Что с твоей матерью? Разум ее слаб. Она говорит с духами. Боюсь, ей не пережить зимы. Но с ней я. Теперь рассказывай ты. Мне было видение.
очень ясное. Может, просто наваждение из-за жажды битвы или от холода, Будет, но не космоса Расскажи вроде мне. как. спустя 17 лет я вновь нашел отцовский топор. Когда я коснулся его, я увидел... Там выл волк, свирепый зверь. Потом явился он, седобородый, одноглазый, в плаще. Он звал меня за собой. Высокий. Он зовет тебя. Возможно, хочет поговорить, передать послание. Только Сейд может прояснить твой разум и распутать нити, оплетающие его. Я быстро управлюсь. То есть тут типа, ну, некого культа тоже, да? Ну, понятно, что кто-то за ним говорит. По идее, мы враждуем тоже с этим культом, как он, клан Англии там и так далее. Но вот этот вот, кто убил нашего отца, я так понял, что это какое-то тоже племя. И им кто-то управляет. Ну, как управляет? Приказы отдает. Что ты варишь? Борщ с пельменями. Пустить твою хук и распутать мысли. Это будет подобно сну. И ты отправишься в мир грез. Грезы иногда сбивают с толку. Но постарайся все запомнить. Пей, Я бы не стал. если хочешь проникнуть в суть. Понесло нашего Эйвора. Так, ладно, топор есть, ворон есть. Никаких видений. Ничего. Ну да. Там просто кто-то ходит уже. И таланты не работают. Хави! 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 Я оказался среди мертвых. Никаких, говорит, видений. Абсолютно. Сигурд, брат мой, когда ты прибыл? Я оказался, говорит, среди мертвых. Сигурд, брат мой, как ты прибыл? Сигурда, походу, убили. Ну, раз он увидит его среди мертвых. Логично. Что это? Сплетение судьбы, по-моему, как там в мифологии? Вы кто? У них лица нету. А вы кто? Черное и белое баланс, что ли? Там черное. Больше черного, чем белого, друзья. Не считая снега. Да, кстати, да, Ричард, тут хотя бы снег не желтый. Я так, если подышать московского воздуха, попить снега. Так, а это что за купол? Подожди, это анимус, что ли, какой-то? Сигурд. Брат! Да. Что Да это? меньше, чем Линк, больше, Другого чем... пути нет, Хави! Все предрешено! Руки нету. Сигурд!
по-моему, себе кисть оттяпал, а там прям аж по локоть показано. Что случилось? Это не для тебя, Хави. А нет, по локоть держит. Нет! Вот она. Ай-яй-яй-яй. Солнышко съел. Спокойно, Эйвор. Это я, Валка. Я здесь. Боги, я думал, что случилось? Расскажи мне все. И я взбирался на вершину горы вслед за волком, и там бушевала снежная буря. Говорю, он громче всех говорит этот. Эйвор. Чертоги Одина открылись передо мной. Там был Норны. Там были Норны. Меня звал Волк. Я даже не знаю, что там. Там все было. Норны, Один, Волк. Мне показалось, что волк звал меня, как будто хотел, чтобы я шел за ним. Ты брат Волка, и будешь всю жизнь носить его метку. Волк может означать твои устремления или страх. Я видел врата чертога Одина для героев. Врата открылись. Тени Вальгаллы. Тебе суждено туда попасть. Там был Один, а Норны пряли нити судьбы Норны. и наблюдали. А Один в виде старика, как мы читали. Вовсе нет. Они показывали дорогу. Твою жизнь, твой путь, что ждет впереди и чем кончится. Не знаю, что еще сказать. Все, что я помню, как в тумане. Ты добрался до вершины горы? Да. Добрался. Там был Сигурд. Он был ранен и лишился правой руки. Потом появился ужасный волк размером с дракона. Он глядел на меня, а затем напал. И я очнулся. Боги благоволят тебе. Так было всегда. Ты добьешься славы и заслужишь место в Вальгалле. Но в видении есть недобрые знаки. У меня тоже волк на груди. Длинная рука, след крови, зверь. Ты предашь своего брата. Вот что означает видение. Не может быть. Я никогда не предам Сигурда. Он ведь мой брат, моя семья. Норны сами поведали тебе об этом. Нет, неправда. Или ты все не так поняла? Этого не будет. Ты предашь Сигурда. Один боролся с судьбой. Это возможно. Возможно, Сигурд предатель, мне так кажется. Но как вариант? Потому что я очень не видел Сигурда. И все указывает на, видите, как на это. Я пока только предполагаю, да, чтобы такой в некий интерес войти. Чтобы вернуться в поселение, можно использовать что-то там. Какой-то шалаш там нарисовали. Сейчас, секунду, мы попробуем взять эту точку синхронизации. О, а тут эти писцы, да? Вон он, писец. А чё я как тетиву натягиваю, так все разбегаются? Я не уже такой страшный-то. Мне шкурки нужны. Мне броню крафтить. Губ надо. Не, ну а чё они разбегаются? Знакомиться давай. Волк, волк. Не, ну надо, значит, Михалычем точно переодеваться, выбирать способности. И все в Михалыча. Я, по-моему, даже Ведьмака проходил. В Михалыча одевался. А я сейчас даже не помню. Ну, вроде Михалыча. Михалыча я прям люблю. Панды — это вообще няшные штуки.
Да-да, желтый снег, да, да, Ричард. Тут мы... Опа, это этот, как он? Говорит, ты куда? А как он? А у меня из головы вылетело. С красным большим клювом. Как эту птицу зовут? Ну, мне кажется, она где-то в тропиках должна находиться. Сноуброд храпит и невероятно бормочет. Кто тут спит? Эйвент просто-напросто спит. Кое-что проясняется. О, ты посмотри, там добычи сколько. Понимаете, сколько тут всего? Тут какая-то штука еще. Рекомендуемая мощь. Рекомендуемая мощь 5. Тайн нету, артефактов нет. Состояние. А что у меня по мощи-то моей? У меня вроде как есть 5. И мы идем в Михалыча. Так, это магазин. Нет, магазин не нужен. Нажмите R, чтобы... когда враг упадет, чтобы ударить его ногой в лицо. Критические удары. Давай возьмем. Пути медведя. Так, снижает урон от мощных ударов врага, если оружие светится золотым или красным. Устойчивости. Это потом разберемся. Мы возьмем с вами мощность сейчас 7. Кто тут живет? Пока все любопытно, пока история затягивает. Что-то сердечко появилось какое-то у меня. Ресов, я так полагаю, нам надо кучу. Так, подожди, Сюнина. Сейчас. Где эта руда-то? О. А вообще надо мне леса. Подожди, а тут можно деревья рубить? С таким-то топором лес добывать, нет? Ага. А если березку? Где что я тогда леса наберу? Даже елку нельзя рубануть. Ну что ж такое? Ну ладно. Не, ну пейзаж красочный, да? Скалы и снег, и вода. Так, синхронизация завершена. А, это некое быстрое перемещение, нам же подсказывали. Тут какие-то точки еще появились. Что это такое? Вон, видите? Сюня, укажи путь. Я тоже вижу. Так, это типа охотничьи... А, это кожа, оказывается, нам нужна. Это то есть О! Блин, а Михалыч, ну-ка. Понял. Я понял. Пошли за ягодами.
Да не надо только ниже, брат. Только не ниже. О, спасибо. Как тут спускаться? Так, понял. Опа. Пока все предельно понятно. Кто ягоды съел? Олень стопудово. Хотя олень, по-моему, травку и мох ест. Мухоморы, вроде я знаю, они кушают. Да? А ягодами, небось, закусывает. О, смотри, какой рогатый, ну-ка. Попадание в уязвимое место противник немедленно опустошает одну из его защитных ячеек. Я понял. Блин, ягоды мои верните. Ты посмотри. Ну-ка. Одна кожа. Тю. Это ж сколько мне надо это оленинки-то поймать? Попасть, поймать, собрать. А, рандом тоже, да, получается? 2. Копыта 2. Вот, я хотел посмотреть, что это за такое светящее облачко. Шарик. Скала Хильдинсвине. По-моему, я не туда пошел. Так, ну это начинается у меня, как всегда. Я прям обожаю такие вещи. Пошел по одной, зашел в другую. Огонек не нашел в итоге. Так. Ничего тут нет. Он еще и мерзнет. Все, вылазим. Во. Там кто-то стоит. Привет всем. Мишанька, здравствуй. С праздником тебя. И всех, кого еще не с праздником, с праздником. Хорошего дня. Сильный. Он сильный? Ты ищешь медведей? То их здесь нет. Сейчас нет. Но я могу предложить тебе кое-что получше. Если ты настоящий Дрэнк, для кого честь — это свет, струящийся в жилах, ты можешь помочь мне исполнить судьбу. Записка написана дрожащей рукой. Мой король, надеюсь, мои слова долетят до Вальгаллы. Я по-прежнему заперт в Мидгарде. Из всех дрэнгов домой вернулся только я. Без тебя все стало другим. Погребальная яма еще никогда не была такой безжизненной. Даже в Хельмхейме мне было бы лучше. Я поклялся, что отдам за тебя жизнь. Пошли же мне славу смерть, Эрик. Блин, да не туда. Смотри, он говорит сильно. Так он же предлагает, он говорит, медведя ищешь? Ты так далеко от тепла очагов, воин?
Это место твой дом? Меня зовут Эрик Верный. Так назвал меня великий Рагнар Лотброк, когда мы сражались на полях Англии. Рагнар Лотброк. Кстати, дополнение же Рагнарёк туда. Королевство. Ходили по морю. И вот, его больше нет. Вся Норвегия оплакивает Рагнара. Мне трудно представить, что чувствуют его воины. Нас, его самых верных дрэнгов, осталось всего 6. Он Но тебе мы так по голове заблудились может дать. без его путеводной звезды. В этой пещере я узнал, что мы с Рагнаром связаны. Мы были юны и забрели сюда во время охоты. Он убил медведя одним ножом, запрыгнул ему на спину и не отпускал, пока зверь не испустил последний вздох. Мы радовались успеху вместе, как будто вместе убили медведя. Тогда я понял, что готов умереть за Рагнара. Я не погиб рядом с ним в яме со змеями Эллы, но я все исправлю. Сразись со мной. Мне нужно к Рагнару, в зал Одина. Нет. Сейчас, секунду. Нужно дождаться подходящего времени для столь важного боя. Лучше потом. Еще рано. Я буду ждать. Смотри, он мне дал столовые приборы, дал серебра. Мишань, ты чего? Я это самое, ну. Я же говорю, сейчас подожди время. Время надо сохраниться и попробовать с ним побиться. Прошу. Давай. Бой с таким Я готов. За Конунга Норвегия. славу! За дрэнгов странников! Я забыл, подожди, уклонение. Блин, я забыл, что альт уклонение, я пробел жмакаю. Ну, братан, погоди. И что ягоды надо наш есть. Сижу весь в диалогах, блин, а управление немножко другое. Ну-ка, иди сюда. Прошу. Бой с таким... Я готов. За славу! За дрэнгов странников я поднимаю клинок. Ну, кушай ягоду. У меня нету провизии. У него эти топорики, как и звездочки ниндзя, просто летят в тебя. Такие чух-чух-чух-чух. У меня, короче, ягод нету. У меня провизию кто-то съел, блин, пока я плыл. У меня мыши позаявились в карманах. У меня была одна ягода, которую все. Не пойду я больше к нему. А, но все равно хотя бы я понял, что это некий паломник, плывущее убежище. А вот это что такое? Быстрое перемещение тут невозможно. Да, я его не одолею. Ты чего ты? Ладно, там тебе-то. Вот. Какой-то там некая золотая штука. Или же это просто выход? Так, предположим, а там что? Опа. Факел, кто-то спит, хорош. Уютный домик. Вон, появился какой-то луч.
Реза, привет. Привет, с наступающим тебе. С наступившим, точнее, 23-м. Хорошего дня. Так, кожа. Ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Альт, альт, альт. Надо не забывать. А, R. Все, вижу. Это они тут оленинку ели. Ладно, давай, короче, по сюжету тогда я предлагаю. Тут, конечно, все интересно это лазить. Мы, наверное, еще пролазим. Тут немало. Плывущее убежище. Тут какая-то тоже точка. Там кто-то есть. Дом Валки. Застава селян. Что-то желтым светится состояние. Может, там нападают или как-то. Пойдем в деревуху. Иди по сюжету пока. Да. Не, ну я так-то зашел, чё, она меня встретила, это возлюбленная жена нашего, как его это, Сигурда, братана. Говорит, там туда-сюда, и отправился к этой провидице, видишь, она говорит, тебе там предсказывают, ты там загляни, запомни, что там будет. Поговори с кузнецом. Гуннером. Каким-то кузнецом. Подождите, ребят, какие кузнецы-то? Я еще сам как и этот. Кузнец. Но улучшить мы можем. Надо провизии. Провизии побольше. У меня 61 это железная руда. Шкур хватает. Все, да Ричард говорит, только ягоды собирай, короче, будешь жить. Будем на ягодах, короче, выживать. Так это и есть поговорить с кузнецом, глава 2. Возвращайся. Так, Эйвор возвращается домой, готовясь к серьезному разговору с приемным отцом. Приемный отец — это, видимо, кузнец. Фонбург. Тут, походу, со всеми можно разговаривать. Более важные выборы в каждой сюжетке. Да, все равно нас всех волк съест, и мы отправимся в Вальгалу. Во. Говорит, у вас максимум провизия. А чё ж тогда у меня я не мог скушать во время боя ягодку? Как так-то? Максимум, блин. Сейчас бы костюм из Крайзиса, да. Эйвор, не хочешь наточить клинки? Скрыть снаряжение. Обучение. Анимус. Свойства. Подробнее. Где тут орел? Как тут орла видоизменить? Коня видоизменить? Где это? Анимуса нет. Анимус точно подробнее. Вот, у меня есть товары. У меня, бать, сломанный щит, лук, цветок, вилки, коготь, копыта. Из копыт можно холодец сделать. Провизия. А, для каждого лука свои стрелы. Это будет потом в поселении. А, все, спасибо, спасибо. Вот этих, короче, я получил опалов, редкие материалы в этом бесплатно в уплее сегодня. Ладно, давай. С возвращением. По сюжеточке. Гуннар, хочу показать тебе кое-что. Во имя Топор Вариана. топор твоего отца. Я не видел его с тех пор, как долгое время.
Я выковал его давно. Еще хорош. Один из лучших, что я сделал. Да, хорош. Но лезвие затупилось. Можешь заточить? Могу сделать острее и укрепить рукоять. Тебе повезло. У меня остался лишний слиток. Точно лишний? Судьба велит помочь тебе. Но впредь приноси мне слитки сам. Я не могу делать их из воздуха. Усилить снаряжение. Приносите слитки в кузницу поселения, чтобы Гуннар мог усилить доспехи и оружие. Так вы можете разблокировать ячейку для рун, увеличив лимит улучшений, и изменить внешний вид снаряжения. Ну то есть сейчас там получается две ячейки улучшения. Дальше смогу разблокировать больше, да? Ячейка еще и для рун. Топор Варина будет новый внешний вид, новая ячейка для рун. Блин, а можно другой топор? Ну ладно, давай. Топор Варина. У меня просто там двуручник стоит. Система тут такая, здесь мало доспех, поэтому нужно улучшать. Никеля, короче, слиток вольфрама. Так, а следующий? Новая ячейка для рун 2. Ладно, куда мне следующий? Мне этого хоть. Все сделано. Что-нибудь еще? Система тут такая, здесь мало доспехов, поэтому нужно улучшать. Ага. Как живешь, Гуннар? Все хорошо? Работа кипит, и я бодр. Но ночи стали холодными. Я теперь одинок, может, ты слышал. Да, мне очень жаль. А вы были вместе сколько? 5 недель. 5 прекрасных, страстных недель. Да, все кончено. Когда я найду свою Брюнхильду? Валькирии уже не встретить в этом мире, Гуннар. Умерь свои аппетиты. Что? Посмотри на мой товар, на оружие. Мне нужно все лучшее. На меньшее я не согласен. Позволь мне взглянуть. Стиль лучше самого, сначала задай, с чем будешь ходить, и идешь как в Скайриме. Я Skyrim не помню, Мих. Укус кости это... Подожди, но топор у Варина тоже превосходный, он медвежий. Топор воина. Нужно что-нибудь... Или ворона. Продать, как это там? Ладно. Пока это все. Приходи еще. Малые руны ярости для оружия. Угу. С кости для обоих рук. А это для одной руки. Ну там в навыком 703 они как созвездие. Ну-ка, а укус кости я могу, но это волка. Это не медведя. Нужно что-то еще? Пока с топором с двуручным. Вот, тут этот.
А, ну тут 3 слитка. А я их потратил. И получается, все равно у этого атака меньше, но скорость атаки у этого больше, топор Варина. Нужно что-нибудь еще? Все, ладно. Пока это все. Приходи еще. Я хожу с 2 топорами, но я купил бурст, поэтому он там уже в середине игры полностью раскачан. Руны, экзотические ресурсы, атака. С 2 топорами я купил бурст. Только по твоей мощи оценивается, а это навыки. А, руны вот так вот ставятся, да? Опа. Фу, блин, все, ладно, самое главное, что можно забрать ее. Нет, я хочу ягоды улучшать свои. Все, буду заниматься провизией. Так, Валка всегда жила вдали от других людей, но ее никогда не приветствовали с той же надежной с той же надеждой или ужасом, как ее мать-провидицу Вельву. Во всяком случае, до тех пор, пока Валка сама не стала Вельвой и не унаследовала знания своих предшественниц. Ей еще не хватает опыта. Она видит все, что видела ее мать, но уже понимает, что ее судьба неразрывно связана с судьбой клана Ворона. Дренги Рагнарока Лотброка. Дрэнг — это выдающийся воин, который готов идти хоть на край света в поисках славы. Судя по найденным мною сведениям, этот термин буквально можно перевести как «крутой тип». В Дренге сердце дружины Рагнара. Они должны были стоять за него, чтобы не случилось. Теперь они блуждают бесцельно, все еще жаждут попасть в Вальгалу. То есть мы нашли этого Дренга, да, который говорит, давай, ну типа, подеремся. Так, не только твоя мощь оценится, а это навыки. Но я тут немного понял, чем больше типа мощь, тем лучше. То есть это как уровень. Ты не можешь там зайти, ну, тяжело будет тебе зайти, допустим, с мощью 5 в мощность, к примеру, 10, если там какая-то крепость. Так, клан Эйвора очень рад его возвращению. Давайте дальше путешествовать, узнавать. По поводу стиля, я не знаю. Я пока пошел в Михалычей. Медведей. Но я уже вижу, что там есть и некий яд. Должно быть, они закончили. Конунг велел подать лучший мед. Значит, разговор окончен. Теперь можно заходить. Ранви. Я готов к буре, что меня ждет. Пойду к Конунгу сейчас. Прекрасно, Конунг Стюрберн. Сейчас, друзья, я извиняюсь, 2 минуточки, с вашего позволения. Спасибо большое за поддержку, спасибо, уважаемые, спасибо. Да, если интернет подлагивает, подтупливает, это самое, еще раз повторю, то получается так, что какие-то работы проводятся. Предупредили. Начинал со скрытности. Начинал со скрытости. Ну, мне любопытно, не знаю, не скрытость, мне любопытно, типа, яд. Я не знаю, как в этой игре он пойдет. Но, например, в Одиссейке мне понравилось. Нет. Хотя, опять же, там луки интересные тоже были. Сейчас я 2 минутки кофеечку себе налью.
сейчас продолжим. Прошу прощения. Мишанька, что там по поводу этого приставки? Не решился еще, да? Или все-таки решил отложить, подождать? Дам твои слова племяннику. Думаю, он оценит их мудрость. Что ж, я на это надеюсь. Пусть тебе... Пусть тебе благоволят ветра, Гуттерм. Подойди, Эйвор, и объясни мне, почему же ты ослушался моих приказов? Это насмешка? Не насмешка, конунг. Я лишь хотел, чтобы ты дал отпор врагам, услышал голос разума. Ты ничего не знаешь о моем разуме, как и о моих замыслах и стратегии. Сигурд понял бы меня. Может и так, но все равно подчинился бы мне. Он знает свое место. Не так хорошо, как знает отца. Представь, что тебе угрожает враг, чье войско значительно превосходит числом твое. Какая польза от войны? Не лучше ли избрать путь переговоров и поискать себе союзников? Дождаться, пока перевес окажется на нашей стороне, а победа у нас в руках. А у нас разве есть союзники? Или это лишь оправдание? Самонадеянность ослепляет тебя, Эйвор. Я день и ночь ищу союзников на севере. Скоро ты увидишь плоды моих трудов. Только тогда ты поймешь. Это все? Я в растерянности, Эйвор. Взяв тебя в свой дом, я и не думал, что сын Варина может вырасти столь непочтительным. Твой отец был верен мне. Он был справедлив и умер, чтобы могли жить все мы. Он умер как трус, конунг. Со мной такого не случится. Зачем ты носишь на плечах такое бремя? Оставь прошлое. Думай только о будущем, о победах, которые ждут тебя. Моя честь запятнана. Я не могу думать ни о чем другом. Я не понимаю, почему он так говорит громко, главный персонаж, прям эхом. Не стану больше бередить эту рану. Но если что-нибудь может разогнать мрак в твоих мыслях... Опа. Сигурд прибыл. Его корабль уже у причала. О, брат прибыл. Слитки позволяют так усилить снаряжение, а разблокировать новые украшения. Приносите кузнецу. Так, это я помню. Убранство мореплавания, украшение мореплавания, костюм баека, доспех мореплавания, дерево мореплавания, что-то там мореплавание. Короче, я там наполучал всякого. Много чего-то всего опять. Да, байка Меджая, я понял. И ворона этот скин. Возвращение блудного сына, доберись до пристани. Эй, осторожней с этим. Эйвор! Сигурд! Смотри-ка, ты весь в крови, Дрэнк! Что, сражался без меня? Ты... братан, давай. Соленый викинг. Твоя борода пропахла дюжиной королевств. Я только... Креветками пропахла она. Рандви, жена моя. Твой муж вернулся. Привез дары и богатство для всех. И новых друзей. Да, Басим и Хайсам. Встретил их в Миклагарде. Они открыли мне его тайны. Мы благодарны Сигурду за приглашение и хотим почтить вашего конунга. Мой брат всегда тщательно выбирает себе спутников. Если он доверяет вам, то вы... Ассасины, прям видно. Амуниция. Оставь это на потом, когда набьем животы. Пойду к отцу.
Расскажу ему все. Мы торговали с людьми, чей корабль шел на юг. Они сказали, что Эйвора, брата Волка, схватили люди Кьотви. Они рассказали не все. Я убил тех, кто пленил меня, и спас своих, за что твой отец отчитал меня. Ты знаешь, что я думаю, брат. Лишь война избавит наши земли от Кьотви. Но конунг не согласен. Знаю. Знаю. Отец много думает и мало действует. Сегодня все решится. Обещаю. К концу зимы имя Кьотви Жестокого станет лишь пьяным ругательством. Опа, кубики. Кубики, это что, это игра какая-то? Туда, друзья. Сын мой, с возвращением! Отец. Такие все голубоглазые. Сегодня мы будем пировать в твою честь, Сигурд. Столы накрыты, ячмень и баранина, хлеб и мед. Довольно, прошу. Смотри, смотри, вообще у всех голубые глаза. То, что едят треллы. Позволь мне порадовать тебя. Я привез дары из далеких земель. И после этих 2 зим мне есть что рассказать. Хорошо, хорошо. Заходи. А когда мы будем сыты и довольны, мы поговорим о Кьотви. О том, как изгнать его клан раз и навсегда. Он давно нас преследует. Уже много зим срамит нас. Я знаю. И Эйвор тоже. Мы дадим бой. Да, конечно, когда придет время. Что-то отец, я смотрю, не очень-то как-то радует наш выбор. На Руси мы путешествовали по Волге. И неведомые племена шли По Волге? в наш корабль. В Миклагарде мы видели роскошные одежды, яркие, как биврёст. Мы взяли их себе, конечно. Мы побывали в Риме, в Африке. Видели океан песка, воинов всех цветов и невероятные красоты. И вот я вернулся. С богатствами и славой для семьи и друзей. Для дрангов, закаленных холодом. Возьми себе все, что пожелаешь. Ибо все это всего лишь начало. Завтра наш клан начнет новую жизнь. Сколь, Сигурд! Сколь! А ты, Эйвор, идем. У меня есть кое-что для тебя. Ну, наверное, какой-то топор привез мне, да? Тут столько диалогов со всеми можно провести. А можно поговорить с этим ассасином? Ладно, потом. А то опять сейчас нахватаю. Я долго думал над достойным подарком. Ты разжег мое любопытство, брат. Что ты выбрал? Сначала мы выпьем. За мою первую за 2 зимы ночь в Форнбурге. К концу этой ночи я напьюсь так, что буду ругаться с тенями троллей. И ты хочешь, чтобы я плыл с тобой по волнам меда? Да. Деваться некуда, Дранг. Пей же. Видимо, из Руси настоечка, да? Ты все еще... Так, ты все обращаешься в состязание. Это крепкий напиток. Тебя долго с нами не было, брат. Ты не знаешь, на что способен мед Теклы. У него новый вкус. Мне нравится. Я рад, что ты вернулся, Сигурд. Да. Мне этого так не хватало. Когда я встретил Басима, я много рассказывал ему о родине. Тогда-то мне и захотелось поскорее вернуться. Однулечка. Теперь твой подарок. Они были моими проводниками на своей родине, в Аббасидском халифате. Их клан связывают не узы крови, а убеждения.
Это тайное братство вершит справедливость по своим законам. Они открыли мне многие из своих самых сокровенных тайн, за что я им благодарен. И теперь я дарю одну из их тайн тебе. Лучший подарок для лучшего из воинов. А из какого братства, с какой они части? Блин, надо проверить это. Хайсам, похоже, недоволен. Выглядит... Самое грозное оружие, да? Наруч с крошечным клинком. На первый взгляд, да. Но те, кто его недооценивает, первыми умирают от его жала. Я должен возразить. Это против наших правил. Скрытый клинок священное. Клинок не предмет поклонения, Хайсам. Важен лишь разум того, кто им владеет. Прошу, примерь. Клинок должен быть с другой стороны руки, чтобы скрыть от взора цели. Я не хочу его скрывать. И лучше я не буду повторять вашу ошибку. Мне нравится. Это не ошибка, а добровольная жертва, чтобы доказать преданность. Хорошо, Эйвор, но тебе нужно научиться им пользоваться. Идем. Это не для посторонних глаз. Веди. И там все танцуют, веселятся, а мы пошли клинок изучать. Так, я помню буковку... Клан. У него есть имя? Есть. Я тоже факел достану. Кредо обязывает нас не рассказывать посторонним слишком много. Возможно, ты узнаешь, но не здесь. Ибо у стен могут быть уши. Что ж, буду ждать. Я покажу тебе основные приемы. Если уметь им пользоваться, клинок разит с одного удара. Подходя к цели, найди уязвимое место. Важно выждать момент. Хорошо. Клинок необычайно острый. Цели бывают непростыми. Не забывай об этом. Неплохо, неплохо. Чё там написали? Против очень сильного или защиты? Удар с уступа. А, с уступа? А как с уступа-то? Подожди. С какого, блин, уступа-то? А, уступ он показан. Сейчас. Туплю немножко. Превосходно. Хочешь испытания? Тогда прыгни на эту цель сверху. Вот так. Используй свое окружение. Спрячься в стоге сена, например. Именно, все верно. Ребята, если бы он так прыгнул с такой высоты и щитом вниз летел, мне кажется, он просто расплющил бы. Не обязательно клинком, да, было бы? Чем дарить ему клинок? У нас ведь есть более... Хайсам, тихо. Ты молодец. Пусть Эйвор упражняется в одиночестве. Идем. Куда вы пошли? Давай немного подышим ночным воздухом. Да, конечно, конечно. Что думаешь о моих друзьях? В них ощущается и благородство, и угроза. Я понял, о чем ты. А еще у них есть знания. Цифры и письмо у них вместо волшебства.
Басим столько всего показал мне. Я поделюсь этим с тобой, когда придет время. О, я скучал по этому запаху. Ты вернулся навсегда или хочешь присоединиться к этому братству? Не думай об этом, Эйвор. Сегодня мы снова одна семья. Важно то, что здесь и сейчас. Наше родство, наш клан и слава. Я скучал, брат. Твои ум и отвага. Нам их не хватало в последние месяцы. Ты мне льстишь, брат Волка. А я и рад. До самой Вальгаллы я буду рядом с тобой, Сигурд. Всегда. Этот фьорд стал слишком мал для меня. Или я вырос. Мы еще столько не видели за этими клыками скал. Англия, Ирландия, земли франков, зеленые пастбища ждут нас. Завтра мы пойдем войной на Кьотви. Вернем отнятые им земли. Потом создадим королевство для нас. Я с тобой. Скажи только слово. Я рад. Отдохни и приходи на рассвете. Так, возвращение блудного сына. Короче, мы пойдем против этого клана, который убил еще нашего отца. То есть, братан поддерживает нас. И это хорошо. Норны Хорнбург. сказали, ты предашь Нет, Сигурда. это не так. Не может быть. Один боролся с судьбой. Это возможно. Ты предашь Сигурда. О, нет. Люди Кьотви. Че, по зарубу сразу? Потревоженный сон. Ягоды, дайте ягоды. Максимум, говорит, у вас максимум энергии. Подожди. Да нет, у меня не могу улучшить-то. Костюм байка. Сразу с ячейками. Так, а что тут еще можно-то прикинуть? Щит. Коллекционный предмет. Трофей для мореплавания, украшение мореплавания, убранство мореплавания, дерево мореплавания, награда мореплавания. Пока неизвестно, куда это все я буду запихивать. Внезапная атака с противником, нажмите F. Ну, это понятно, да? Это как с прошлых частей. Так, куда бы Сигурд Стюберьернсон не вел своих людей, они следуют за ним. Эйвор любит своего нареченного брата. Ведь он силен, бесстрашен и харизматичен. Сигурд может проплыть по вонючим, полным ядом рекам Хельма и сложить об этом сагу, услышав которую каждый викинг захочет стать частью его дружины. Но также всем, кто хорошо знает Сигурда, известно, зачастую он слишком уж верит в то, что говорит. При первой встрече Басим может показаться опасным человеком, интриганом. Однако вскоре становится ясно, что он просто думает на несколько ходов вперед. При этом вполне вероятно он ведет свою собственную игру. Басим встретил Сигурда в тот же день, когда получил контракт на убийство некого человека на родине сына Стюрбьорна. Басим понял, что боги на его стороне, ему было всего равно какие. То есть он сюда пришел за контрактом. Цели Басима столь же загадочны, как его таинственное братство. Неизвестно даже его протеже Хайсаму, хотя ближе него у Басима никого нет. Максимилиан, если тут... напомню, как звали первого ассасина?
Может быть, вот этот Хайсам или Хайсам Ибн кто-то там. Наставник братства был в то время. Кузнец Гнар сам осиротел в юном возрасте, а поэтому дитя Варина вызывает у него теплые чувства. Люди Хельбура стали его второй семьей, а после убийства его ярла то же самое он чувствовал по отношению к жителям Форнбурга. Но теперь, когда Гуннар уже не молод, ему нужна настоящая семья. Хайсам. Когда мир Хайсама начал рушиться у него на глазах, незримые указали ему путь, и теперь он ради каких-то неясных целей путешествует вместе со своим наставником Басимом и помогает тому в его делах. Хайсам знает, он никогда не достигал таких же высот среди незримых, как Басим, но в то же время понимает, что может оказаться очень полезным братству. И Стюрбьорн, конунг Фонбурга. Так, из клана Ворона, последний из мелких конунгов, Ригюяфюльке, пришел к власти. Ну, блин, название... Пришел к власти не сразу, он терпеливо ждал своего шанса, но сейчас его главный добродетель, благодаря которому он почувствовал власть, одновременно бросил вызов друг, враг и член семьи. Подожди, но сейчас его главные добродетели, благодаря которому он получил власть, одновременно бросили вызов друг, враг и член семьи. Так, Эйвор и Сигурд разоряют земли Кьёти. Так, чтобы вынудить его вступить в решающую битву. И пару у нас талантов, да? Да. Можно просто сразу яда взять? Ну, пожалуйста, ну мне дайте яда и здоровья. Тут надо целую ветку вот так пройти. До яда, ладно. Что такое дает бонус к мощи снаряжения путем... Если, то есть, я использую некий сет или предмет путь медведя. Сила оглушения, вероятность крита, блокирование, атака, уклонение и так далее вырастает, да? Тут устойчивость мощные удары. Снижает урон от мощных ударов, если оружие светится золотым или красным светом. Держи Shift-Tab при парном использовании оружия, чтобы сменить руки. Ячейка адреналина, ярость берсерка. Ох, а там еще куда-то комбо легкий лук. Ой-ой-ой. Во время замаха нажмите еще раз, чтобы следующий удар нанес больше урона. Успешный парень будет носить атакующему врагу. Комбо. Выпустите стрелу сразу же, как натянете тетиву, чтобы увеличить скорость на следующем выстреле. Короче, ладно, давай. Первое. А чё, мне 2 очка дали и все забрали? Все 2 очка? О, как. Ой, а там еще целая ветка открылась. То есть и тут, наверное, еще откроется. И тут, когда прокачаю. Ничего, так. Устойчивость, урон от слабых, так. Дает еще больше, да, бонуса к медведю. Скрытость от атак, урон мощных. Там еще-то, куда там столько навыков-то? Ничего себе. Ой, ладно, поехали. 2 очка, короче, походу у меня съело за этот навык. Стрела, полный боезапас. Все полный боезапас. Но ячейку выносливости надо все равно качать. Эй, постой! В одиночку они не приходят. Поищу остальных. А че он тут разнюхивал? Опять ягоды нельзя.
Потревоженный так. Ну и я понял, что нас кто-то предал. Как они в лагерь так зашли спокойно? Стой, ну где отметка-то? Куда мне идти-то? Кажись, правильно смотрю. О, вижу. Смотри, а эти спят. Ты посмотри, справа, слева. Они пристань, что ли, захватывают? И кто за этим стоит? Как они захватывают? Вижу. Блин, ну я как медведь, конечно, иду. Как он не слышит меня? По снегу подкрадываюсь. Это вообще чучело. Это ложные типа штуки-то. Че я на тренировочном лагере-то делаю? Туве, что, променяла иглу на стрелы? Эйвор, научишь меня стрелять из лука? С удовольствием. Не понял. Чтобы вынуть и вступить в решающую битву, вход в цепочку, найди и убей всех лазутчиков. Так. Где-то прямо. А, вон, все, вижу. Так сразу ты не разберешься. Пошел тренироваться на манекенах. Ну, цель, она и есть цель. Не нравится мне это. Настолько... Вот они. Свист иногда лучше избавиться от противника по одному. Выясните, где находится ближайший к вам враг с помощью зрения Одина. Спрятавшись недалеко от них, привлеките их внимание свистом. Нам надо возвращаться в Нотфол, пока можем. Мы можем принести к Йотве весть о кораблях. Или голову Сигурда. Голову он Сигурд собрался принести. Я тебе сейчас принесу. Сигурд должен что-то знать. А как же ассасины? Неужели они не в курсе были? Так, указание к Йотве. Сообщили, сколько ты видишь кораблей, воинов, припасов. Также обрати внимание на ярлов, которые будут приезжать и на других важных людей. Обо всем, что можешь разузнать, расскажи мне, к Йотве.
Вот так вот. А мы типа не пойдем войной на них. Они тут вон что творят. Ну ладно, манекены типа не услышат, как я сзади подкрадываюсь. А как насчет остальных живых людей? По снегу же ведь не пройдешь. С таким хрустом, с такой амуницией тяжелой. Так, а где наш брат-то? Братан, тут все что-то плоховато. Мы ждем, а Кьотви все сильнее. Я говорю, у нас не хватит людей, чтобы взять крепость Кьотви. Мы потеряем все. Уже потеряли, отец. Если не отсечь змее голову, яд будет травить нас, капля за каплей. Этот яд уже просочился в наши воды. О боги, что случилось? Лазутчики. Кьотви поручил им убить нас во сне, но он просчитался. Видишь? Все из-за твоих отсрочек. Мы должны ответить Кьотви. Они пришли из Нотфола, деревни, что во власти Кьотви. Сожжем ее, пока Кьотви не понял, что лазутчики мертвы. Может, есть и другие. Поищу, пока ты собираешь дружину. Не нужно. Я отправлю туда Хайсама. Он все уладит, пока нас не будет. Нас? Ты собираешься с нами? Пусть меня не готовили к Вальгалле, но это далеко не первый мой бой. Я не одобряю, но мешать не буду. Вот так вот. Убереги Сигурда от той бури, что преследует тебя. А он откуда знает, да? Так, разграбьте припасы Кьотви. Погоди, лазутчики. А где еще лазутчиков? Так, Эйру и Сигурд разоряют земли Кьотви, чтобы вынудить его вступить в решающую битву. И по карте, да, мы смотрим. Прекрасно. Значит, мы плывем. Выходим. Опа. Оставить управление. Нет. Парус! Лови ветер! Войны! Дренги! Поплыли. Когда я был далеко от этих берегов и не знал, увижу ли вновь свой дом, я стал бояться. Бояться, что не увижу, как падет Кьотви. Не увижу, как он истечет кровью, будто заколотая свинья. Но я вернулся. И теперь иду на славную битву вместе с теми, кто мне дорог. Сегодня мы захватим Нотфол. Пусть Кьотви трепещет. Пусть его сердце разорвется от страха. Он будет молить богов о помощи. Но они не внемлют. И скоро ворон попирует вдоволь. Ты знаешь эти острова лучше всех. Веди нас к победе. Я укажу путь, но нас поведешь ты. О, Эйвор, как же мне тебя не хватало. Жаль, что я не смог взять тебя с собой в путешествие. Стюрбьорн не отпустил нас обоих. Он зря опасался. Вместе мы непобедимы. Ну, батька что-то мутит. Это Стюрбьорд. Блин, слово, конечно, Стюрбьорд. Что-то он не одобряет. То ли он дипломатию хочет решить. Ну, тут уже лазутчиков мы нашли. Видишь, как смотри, сколько там этих. Посчитай, сколько тех. Это, понятное дело, к нападению.
Разведданные какие-то они там вели. И не иначе. Сейчас, ребят, секунду. Секунду. Кто-то там, это самое, пошел в не ту сторону. Смотри, что делает. Блин, ну киса вообще обалдела. Так, ладно, пойдем нападать. Пробовать. Слушать история. Готовьтесь! Нужна песня? Набег. Набег нужен. Возьмем Нотфол во имя Одина! К бою! Разрушайте! Жгите и грабьте! Пусть все, кто верен к Йотве, вкусят нашей стали! Пусть их поглотит пламя! Тор, помоги мне! Я чё дерусь? Я с руками дерусь. У меня топор снялся. Так, это мой. Где чужой? Горю, горю. Ягодку. Нет, нет, нет. Ребят, как потушиться, ребят? Нет, огонь! Мужики, ну как? Горю. В воду, что ли, прыгать? Сгорел на работе. Не, серьезно, не понял, как тушить-то? Если в прошлой части ты прыгаешь у воротами, как воздуха нагоняешь, тушь, а тут... Блин, а? Пойте, ворон. Возьмем Нотфол во имя Одина! Разрушайте! Жгите и грабьте! Пусть все, кто верен к Йотве, вкусят нашей стали! Стой, топор одень, топор, брат, а то сейчас опять без топора буду воевать. Пусть их поглотит пламя! О!
команде. Так. С топором-то оно получше. О, зубы чьи-то взял. Нет. Ну опять, ну какой ты горишь-то? Тихо ты. Быстрее, быстрее, в воду. А, все, потух? Потух, вроде потух, друзья. Ну это ж вообще так опасно. Горшки эти, а? Смотри, он побросал все. Прикольно. Так, а стрела, стрела. Кто это? Держись. Какая-то книга некая. Умри! Тебе конец. Эйвор! Уничтожь повозку! Держаться! Ты не выживешь. Эйвор! Чего уничтожь? Эйвор! Уничтожь повозки! О, да? Сейчас. Ребят, там можно сгореть, опасно. Стрел мне. Тушись. Они дальше пошли, короче. А я должен тут некие повозки, что ли, разломать. Так, а это что у нас? Комната. Стрела, стрела. Где? Гляньте в эту сволочь! Бей его. С другой стороны! Хорош. Так, а где еще тут повозки? Пробел, пробел, пробел. Так, там моя банда, тут что? О, они уже там типа физкульт, привет. Найди повозки с припасами и уничтожь их. Покажи, что там впереди. Вон еще повозка с припасами, видимо, прямо по дороге. Там раз, два, и тут три. Подобрать. И с припасом именно должны, наверное, какие-то горшки, что ли. А вон он. Стрелок сидит. Ох ты, кожа, руды. Железный. Славная добыча! Уходим! Пусть это станет предупреждением! Вижу корабли! Наши нет.
Ну, не похоже на наши, но они дали вроде как заднюю. Так. Еще там какой-то вход был. Какая-то книга. Что это такое? Полный боезапас. Так, может быть, стрелы как-то колчан качнуть? Сколько у меня? 20-30 стрелы. Стрела плюс 2. Давай, наверное, качну. Хорошая штука, мне понравилась. Видимо, заперто с той стороны. С той стороны. Вот, попал. Подушка даже старая есть. Книга знаний, новая способность. Пляска. Чего, пляска? С помощью книг знаний можно изучать новые способности. Это мощная атака, которую вы можете использовать в бою, расхода адреналин. Одни предназначены для ближнего боя, другие для дальнего. Кнопкам быстрого доступа можно одновременно привязать до 8 способностей. Усиленные Найди 2 одинаковые книги знаний, чтобы усилить соответствующую способность. Чтобы получить больше книг знаний, исследуй каждую территорию в поисках ценностей. Книги часто хранятся под надежной охраной в монастырях и военных лагерях. А, вот они тут раскиданы, да? Ух ты, какой-то, прям, смотри, тух-тух-тух-тух-тух-тух. Ниндзя. Метните по топору в каждого врага, который находится в радиусе атаки. Назначить. Единичка. Давай единичка. Обретайте преимущество, используя 1, 2, 3, 4. Ближнего боя. И что-то правую кнопку удерживаю. 1, 2, 3, 4. А, это как в Одиссее, видимо, да? Тогда надо тут для 2 рук 2 топора, что ли, брать. Пляска. Ну, попробуем. Так, и по карте. Ну, вообще тут надо все исследовать. Но пока мы идем по сюжету. Далее разберемся. Ягоды закончились. Сфера. А, это некий артефакт в доме. Подожди, дай-ка я перезапишу, что ли. В усиленных предметах снаряжения есть ячейки для рун. Руны можно найти в сундуках по всему миру. Зафиксировал. Малые руны ярости. Так. Чё-то все опять молчат. Куда все пропали-то, уважаемые? Вот тут. А это что? До чего же... А, до чего же голос Валки ужасен? Тот, кто ее озвучил Мирин. До чего же... Ну тут что-то с озвучкой, да, я тоже так думаю. Даже Эйвор, к примеру, вот по мне Эйвор.
когда разговаривает, прям Я в Варкрафте. такой громкий у него голосище, прям оппонента не слышно. Мишанька говорит, я в Варкрафте. То как? Понял. Тоже интересно. Клан Ворона! Вы пролили много крови! Кто ты, Гест? Представься! Он мне знаком. Встречался с твоим отцом не так давно. Так и есть. Я Гуттерм, дядя короля Харальда. И когда нужно, его посланник. Это не земли Харальда. Зачем ему отправлять сюда воинов? Можешь спросить у него. Король? Спасибо, дядя. Ты Сигурд из клана Ворона, верно? Сын мудрого Стюрбьерна. Да. И ты стоишь на его земле, Харальд. Отвоеванный нами в кровавой битве. Вижу и чту вашу доблесть. Я пришел воевать не против вас, а вместе с вами. По просьбе твоего отца. Хитрый волк. Это то, о чем он говорил? Я предлагаю помощь. С моими воинами ваш клан возьмет крепость Кьотви и, наконец, покончит с этой расприей. Добрая весть, Эйвор. Преимущество будет на нашей стороне. Зачем тебе помогать нам? У нас общая цель. Давай спросим Чем тут. тебе помогать нам? Тебе обещана доля? Война между кланом Кьотви и вашим коснулась южной границы моих земель. Я хочу с этим покончить. Пока жив Кьотви, мира не будет. Зато с твоим отцом у нас во многом схожие взгляды. Это давняя вражда, король. Мы рады помощи, но вести должен я. Ясно. Для тебя это вопрос чести? Да. Много зим назад Кьотви предал наших отцов. Он нарушил мир и многих убил. Я понимаю. Сигурд возглавит нападение на клан Кьотви. Пусть отдает приказы моим кораблям и людям. Когда одержишь победу, Сигурд, найди меня в Алерикстаде. Отпразднуем ее вместе. У нас будет сбор во Флёрле, у устья фьорда на северо-востоке. Пойдешь с нами? Погоди. Ты поведешь наш дракар, Эйвор. Мы встретимся там и получим голову Кьотви. Брат, я столько лет ждал этого момента. Дай мне нанести Кьотви последний удар. Конечно, Эйвор. Ты заслужил. Ну, типа, Кьотви, он сначала уничтожает один клан, а им выгодно помочь им, вот этим зеленым. Нам нужна помощь. Потому что убьет нас, потом займется ими. Я бы так не стал. Неясно, что он задумал. Он либо юный глупец, либо просто хочет казаться им. Как бы то ни было, чувствую, эта война скоро закончится. Они тут просто такие, блин, здоровенные у них плечи у этих викингов. Это вообще на ягодах-то, блин, выросли. Да на снеге. Как не глянешь, все такие, блин, бичи прям накачанные. Да, мед, ягоды трескали там. Да мясо, рыбу, да. Но это ж все же это натуральные продукты. Это ж не наши там дни, блин, одна соя, блин, в сосисках, да в колбасках. Говори Сигурдом. Так. Что-то там опять не упало. Две неких сферы. Атака для оружия, атака для оружия. Ну вот этот топор я пока что не могу. Топор ворона. Улучшить. Зачем мне его пока улучшать? Я хочу, мне все сказали. Мне еды надо. Для ягод, короче, улучшение. Харальд. Назвать Харальда амбициозом то же самое сказать, что где-то в Норвегии есть горы. В краю, где мелкие королевства появляются и исчезают с каждым приливом и отливом. Человек вроде Харальда с таким же войском и происхождением вполне может стать объединителем нации. Прекрасноволосый, как его именовали впоследствии, был сыном Хальдуда Черного,
который получил свое прозвище за темный цвет волос. Да уж, эта семейка знала, что стиль и успех всегда идут рука об руку. Чтобы совершить месть и добиться славы, нужно пробраться в крепость Кьоти Жесткого. Так, ну это пока у нас все вражда, да? Идет. Что по предметам? Где-то какой-то предмет у меня светится, не могу понять. Костюм Баека. Можешь просто тут костюм, тут все руны есть, и одевать и бежать. Вот капюшона нету. Я что-то... Подожди. Прикольно. Ну тут тогда этот пропадет набор. Ворона. Подожди, ворона. А как мне медведя выбрать-то набор? Видимо, пока недоступен, да? Так, у меня есть два очка навыка, да, опять же. Все, и забрали 2 очка. Дали и забрали. О, Михалыч, что ли, такой? Какие-то знаки. О, это там, куда там? Ты посмотри. Ты посмотри, сколько тут рог там. Ты глянь. Тут точно это все прокачается? Окей, туда я еще не знаю. Что у нас выйдет рог? Сердце Идун. Используя жизненную силу Идун, восстанавливает недавно потерянное здоровье с небольшой задержкой. Бесстрашный прыжок. Сила оглушения, ближний бой. Устойчивость слабого удара. Комбо легкий лук. Ярость. Сражаясь и ни о чем не думайте, первый удар противнику не будет влиять на частично заполненную ячейку адреналина. Вот это вот надо, мне кажется, ячейки адреналина это прям тут ваша выживаемость, так скажем. Ладно, потом разберемся. Ой, ребята, меня возьмете в долю. Да они тут серебро собирают. Сломанные луки какие-то, серебро. И тебя в долю. Деревянная нога, говорит. Ага. Где-то еще звенит. Я ж слышу. Кто монеты припрятал? А им все подраться подавай. Может, это мои карманы так звенят, когда я зрение прожимаю? На смотровой вышке, да, Сигурд поднялся. Окей. Так, план действий, я смотрю, тут разрабатывается. Эйвор, ты пропустил начало. Лагерь Кьотви растаял, как снег по весне, когда мы пришли. Отсюда начнем наступление. Да, отсюда. И мы уже готовы. Воины Харальда на своих местах. Только дай приказ. Да, но прежде у меня есть просьба. Слушаю. Позвольте Эйвору бросить вызов Кьотви у ворот крепости. Бой насмерть.
1 на 1. Ты хочешь этого? Кьотви отнял у моего отца честь и славу. Я их верну. Вопросы чести каждый решает сам. Если Кьотви умрет до начала битвы, тем лучше для нас. Так, лучше еще не... еще выждать. Нет, да начнется бой. Мой клинок, как острые ножницы скульт, обрежет нить судьбы Кьотви. Хорошо сказано, воин Скальд. Надеюсь, мы услышим, как об этом сложат песни. Эйвор, поговорим? Басим, Хайсам, это не ваша война, но вы сражаетесь. Это странно. Странно, потому что ты не прав. Наш клан, незримые, веками вел борьбу против Ордена Кьотви. Вы прибыли к нам, чтобы убить Кьотви? Да. Точнее, чтобы Хайсам мог его убить. Мой ученик уже много месяцев изучает свою цель. Слава Кьотви в других землях так велика? Не его слава, а слава Ордена, в котором он состоит. Орден — это клан, враждебный нашему. Плееры, что ли, эти, Не типа? хочу проявлять неуважение к незримым, но Кьотви убью я. От этого зависит честь моей семьи. Понимаю. Важно то, что Кьотви сегодня умрет. Этого хотим мы все. Ну что, ворвались. Помчались. Пошла подготовка сооружения. Так, барышню, да, нам дали какое-то сопровождение. Что там бубнишь? Что же ты подкрадываешься к моим... Ну, главному герою, ну у него что ж должна быть подруга? Это мой бой, Кьотви. Сигурд пришел лишь посмотреть, как будет пировать мой ворон. Вы гляньте! Брат Волка, похоже, снова попытается сокрушить меня. Это позор моего отца. Но я верну честь, что ты отнял. Да будет Хольмганг! Здесь! Я вызываю Кьотви! Ты будешь просить пощады, как твой отец. Катюнь, я не слышу тебя. Подожди, у меня тут... Пить, Чё? как пила твоя мать. С Мурзиком она разговаривает. Я думал, со мной, она с Мурзиком. Так, мужики, надо победить его. Я заберу... За 23-е. Как твой отец. Танцуешь лучше, чем дерешься. Смерть идет. Ты не сбежишь от смерти. Я что-то не пойму. Опа, и за топорами пошел. Я пролью твою кровь! Я скормлю тебя волкам! У меня есть насест для всех, ворона! Ягоды, видели ягоды? Да ты завязу, да ягоды дай взять. Все есть. Не, нифига это не ягода.
Собрать чего там? Да, подожди. В колени, может быть. Ты что ты делаешь-то? Куда ты меня потащил? А, в другое измерение. Хайсам! Сдохни! Грязная уловка, Эйвор. Ты впрямь сын своего отца. Да ну, это как-то, это, надо привыкать. Ну, чё ж такое-то? Не пойму я, как с ним драться. Ягод нет, нифига нет, он что-то прыгает с колена, тебе попадает. Сейчас, ладно, попробуем. Прыжок, прыжок, удар, прыжок, прыжок, удар. Может быть, в жопу эти два топора, поставим щит как-то, дефаться там. Грязная уловка, Эйвор. Ты впрямь сын своего отца. Да иди ты, читарюга. Ты умрешь. Вот так, что ли? В колено ему дал. Вижу, вижу. Начал хромать. Ты хорош, ты... Что-то там махает, попадает. Дай грибов съем. О. Съесть лисичку, короче, тут и есть хп, ага. У меня лисички есть, понял? Да, сейчас, брат, сейчас я лисичку съем. Тут там еще есть, по-моему, лисичка, вот. Ну он реально здоровый, ты крокодил стероидный. Хель ждет тебя. Надя, прям еще с ноги заверни лисичками его там накорми, там, я не знаю. О, а это где? Встань, Эйвор. Пробудись. Один. Один? Что тебе нужно? Моя смерть принесет тебе славу. Получи же свой трофей. Все ради... Ради твоего отца и его бессмысленной жертвы. Узри плоды нашей войны, Эйвор.
Урожай 3 мертвых поколений. Имена неизвестные. Все бессмысленно. Нет. Мой клан не будет забыт! Нормально он ему там разъяснил-то. Я бился как мог. Я сделал все, чтобы выжить, ведь я знаю, что ждет нас в конце пути. Одна лишь тьма. Клан Ворона! Вы обречены! Идите же! Прямо в горнило своей погибели! А, Горм, сын этого. Отец мертв, Горм! Да, вот батя. Толку плачен! Открой ворота, и мы тебя пощадим! Иди валяйся в дерьме! Лучники, цельтесь! Вороны! Убить их всех! Лучники! Пошла, Мочилова, Рубилова там. Так, стоп. С топорами мне что-то не пошло. О! Шлем ворона. А чё шлем-то? Подожди, а где мой волк и шлем-то? Подожди, плащ. Дополнительное увеличение вероятность критического удара. Так, у ворона на криты, да? Там... О, тут все тут. Карта сокровищ, предметы. У нас сокровища с вами будут. Тут деревья, руна. Тут, ё-моё. А это что тут? Знак того, что обладатель медальона один из Ордена Древних. Ордена Древних. Здесь изображена Игдрасиль, мифическое дерево, чьи корни соединяют 9 миров. Надо будет отнести Хайсаму в контору незримых. У нас поселение. Так, ладно. Ладно, окунаемся дальше в историю, деремся. Я пошел. Пустите меня. Пустите меня. Я пошел. Вперед к славе! Мужики, тут что-то слишком всего. А колено у него. Смотри. Да колено дай. Блин. Вы же Что он сделал сейчас? А ну-ка иди сюда. Он меня метнул топор. Так, там еще кто-то стреляет. Да где ты есть-то? Вон они. Тут, в общем-то, есть золото некое. Пятку, дай в пятку. Есть. Ждет тебя. И долго тебе осталось. Рубай их. Собьем шавку с толку. Твой бог дождался. Так. Ты заплатишь. Все, я скушал. Для червей. Пришел твой час. Отвлекай
Так, мужики, а где золото-то? Сдохни! Берегите Сюлова. Я не пойму, они тут без конца и края, что ли, будут идти? Ну же, жалкий корм. Пора тебе! Умри! Кишки выпущу. Застрял. О, вижу, друзья, вижу. Золотишко тут. Есть. Только не золотишко, а руны какие-то, да? А есть какие-нибудь ягоды, что ли? Я не знаю. Тебе конец. Кусок мяса, сколько можно? Да они тут респавнятся. Мне надо что-то другое делать. Замок нужно сломать изнутри, а я фигней занимаюсь. Подняться на стену и открыть ворота. Уже смотрю, около 4 часов прошло, а я сюжет так и не понял. Сюжет? А ты пока не поймешь сюжет. Все равно надо знакомиться и читать. Ну, типа, несколько кланов, получается, и наш клан предали. Вот этот, как он там, блин, короче, здоровый чувак. У него какой-то знак ордена был. Причем наш братан, в общем, мы пытаемся отомстить за отца этому клану, которого он убил. Вообще поработил нас там, хотел. Вот, мы пытаемся как клану отомстить. Клану захватчика. Приплывает наш братан и привозит 2 ассасинов. У этих ассасинов, оказывается, тоже есть контракт на это убийство главаря кланов. Пока мы убили этого главаря, ассасины с нами. Сын этого главаря говорит: нифига вы не возьмете мою крепость, наши земли и так далее. Пытаемся захватить их крепость. Пока сюжет такой. Но у него еще у Эйвора некие видения. Один вот сейчас был что-то там. Волк к нему приходит. Ты куда, блин? Не, ничего запутанного. Почему запутано? Защищайте меня! Отоприте последние ворота. Что сейчас произошло? Блин, у меня игра свернулась. А меня игра вообще выкинула. Это жестко. И как мне сохранение? Что мне делать-то? Сижу, играю, короче, пытаюсь открыть последние ворота. Меня выкидывает игра и привет. Идет война королевств и так далее. Кланы враждуют между собой. Один клан пытается уничтожить другой клан. Вот тебе сюжет. А в другом смысле Один — это, возможно, тот же самый Ису. Вот. Как-то он его направляет, не дает его убить. Может быть, тут опять сейчас первая цивилизация возникнет. Юнона, там, Аталейла и еще кто-то. Слушай, возможно, это самое, друзья. Может быть, патч вышел, поэтому меня и выкинул. Когда там патч выходит, вы не помните? По-моему, 23-го, потому что 24-го игра станет бесплатна. Может, в действительности патч. Я помню, что ты отчитал по поводу патча, чтобы...
Там меньше на вас враги агрессировали, исправления, какие-то, по-моему, там сетевые баталии. Запутанно. Надо узнавать и дальше продвигаться. Видишь, Ассасины тоже говорит, а что он за пределами, типа, своих земель тоже известен? Ну, не он сам говорит, а его клан известен. Или он сам. Надо смотреть. Блин, вот как-то общую информацию я пытаюсь поймать для себя, но я не пытаюсь ловить какие-то каждые слова. Вот. Короче, он известен как глава клана, и все. И Ассасины на него получили контракт. Я почти раньше времени вышел. Кать, ты чё? Кто? Я сейчас этой клёпе. Ну, давай сюда. Да я понимаю, она просто это самое начинает гадить, сикать там, где не надо. Почему игра-то у меня вылет? Еще главное на ответственном моменте мы побеждаем главного, и сейчас это Ryzen, там AMD, это все пройдет. Ну, поначалу, конечно, будет казаться запутанный сюжет. Это как в Одиссее я зашел, для меня серьезно был запутанный прям. Но почитав немного, и ты понимаешь, что это опять же новое, во-первых, время другое, во-вторых, земли другие. Но как это все связывает с Юноной, Ателейлой, братством, надо смотреть, надо играть. Потому что в описании разработчик пишет только, что вы должны свой клан как бы поднять. Вот описание обновления. Угу, спасибо. Там, чтобы он набрал влияние, там, честь, вот, типа, за отца там мстить. А дальше будем смотреть. В Одиссее мне все понятно было сразу. Один с нами, окей. А мне, например, непонятно, как это было связано с предыдущими частями. Поначалу. Так, отпразднуйте выход нового сезона, получив... Вот, опять костюм, доспех, Одина, что-то там. Одина грудь, логотип Ubisoft, Виндвальский ворон. А, ну это я все уже получал в Ubisoft. Все это пока бесплатно. Так, ладно, мне отоприте последние ворота, и там был какой-то некий босс, да? Давай продолжим. Да куда ты, блин, машешь-то? Ты куда? На. О, отлично. А как зайти-то? Зайти не получится с этой стороны, значит. Пока что, типа, Максимилиан, я так скажу, не делая поспешных выводов, знакомимся, играем дальше. Блин, супер. Я думал, можно залезть. Нет. Ага, это мои. Я пробрался. Получи.
Как он? А, он стоит, типа, да, смотри. Я забываю, что уклонение на H. Ой, на Alt. Окей. 3 стрелы, это хорошо. Вот, типа, да, пробел, забываюсь. Щит выкинул. Ребята, забегай. Рубите им головы! Корм убежал в церковь! Ты знаешь, не будешь Horizon потом проходить? Как по мне, там лучше сюжет за всю историю игр. Во второй части еще лучше стало. Буду ждать ее, когда на ПК выйдет. Я пока не знаю про Horizon, Максимилиан, я же вроде отвечал. У меня нету ее, во-первых. Во-вторых, то, что я знаю по первому сюжету, там нифига какого-то основного такого я не увидел. Интересного, скажем, для себя. Типа мстить за любимого кому-то там и все. Я вот все, что понял, я серьезно говорю. Не потому, что я плохо смотрел, нет, а потому, что это все, что я мог увидеть, что рассказали. Вот, и второй части у меня также нету, как и первой. Если будут возможности, может быть, и пройду. Смотри, он двоих, короче, колотит, стоит. Одного, второго. Ну как там, подожди, другой. Я говорю тебе со своих слов то, что видел на ютубе. У ее убивает любимого, и она начинает мстить кому-то за смерть. Все. Ну и что, ради этого, типа, сюжет, это офигенный сюжет. Тут во всех играх такая месть. Даже здесь, типа, он мстит за отца. Ну, типа, чтобы установить честь. Ну да, это некий сюжет. Это даже если, скажем, в Одиссее тоже там месть идет, но там всему культу идет месть. Но там уже не только эта месть. А про Horizon я знаю только это. Ты говорил, что там вроде как не только данный сюжет, там еще что-то другое есть? Возможно, возможно. Будем отталкиваться от того, что когда будет игра, и будет возможность с нее поиграть. Я ж тоже как бы игры не печатаю, и разработчик не всегда присылает. Чей удар будет последним, будет корм воронью. Так, есть книга, я вижу. Horizon Zero первая часть, не вторая, первая. Да мы уже говорили про это, про эту игру. Первая, я про первую часть говорю. Horizon Zero. Как у нее не было любимого? А кому она там мстить пошла? Путаю. Слушай, возможно, путаю, но что-то как-то... Я ее на заметку взял, эту игру, и... Письмо... Я завтра тебе скажу, я сегодня после стрима посмотрю сюжет, ну, историю, не геймплей, ничего, просто историю. И какой-то вывод сделаю. Может, правда, действительно ошибаюсь. Посмотрел какого-то, ну, скажем, не какого-то, а некого блогера, который рассказывает свои мысли. И, возможно, он как бы рассказал, а я глянул и говорю тебе. Возможно, да, я не прав. Не буду ничего говорить. Так, и Агут Хорм. И ты знаешь, что я. И иногда меня называют охотником. Я обращаюсь к тебе от имени своего племянника, короля Харальда.
Он заинтересован в создании сильной сплоченной Норвегии, и мне хотелось бы обсудить это с тобой. Я приглашаю тебя в свой чертог. Или же, если желаешь, могу приехать к тебе, сам Гудхорм. Ярл Кьотви. Вот, Ярла Кьотви мы убили, а у него, оказывается, еще на него был заказ у ассасинов. Понимаешь? Вот, как тут связано уже ассасина? С другой стороны. А после смерти этого ярла, когда мы победили в честном бою, сын отказался сдаваться. И он говорит, придите, типа, сами и возьмите что-то там. И сейчас мы берем пока что крепость. Так, а где эта штука-то? Золото. Ты какой я золото? Не, ну я посмотрел, говорю, что как вариант какого-то было. Я не знаю, я видео посмотрел, в рекомендациях выплыло и просто предположение. Да, конечно. Вот я говорю, возможно, я не прав. Я просто посмотрю сюжет, сегодня обзор сюжета. И глянем. Что, через крышу за... На обзор игры себя не уважать. Ну почему? Обзор игры, может геймплей, может быть, глянуть. Может он тебя заинтересует, но в целом. Есть же нормальные, которые... Обзоры... Подожди, а это как? Я что-то не понял. А, во. Ага. В моем исполнении я только учусь тоже делать обзоры, но обзор какой? Запускаешь новинку, смотришь на происходящее, немножко вникаешь в сюжет, а там уже решать как бы каждому. А есть, да, которые обозревают прям брусок угля. Обозревает на свое мнение о данной игре, сложившейся. Так, а теперь книга еще, да, осталась. Грома мы сейчас накажем. Вот лично я думаю так, что надо обозревать все-таки, вот получил ты игру, обозревать не летсплеями, какими-то записями, а вживую. Потому что ты как, не знаю, я так думаю, что как стример или блогер, обзорщик, летсплейщик, ты нигде не найдешь информации, ты будешь все воочию, это в прямом эфире вести наблюдение. И ты не сможешь подправить, исправить, там, что-то подкорректировать, там. Все, ты играешь, вот. Вот ошибся ты в своих высказываниях, ты напрямую извинился, я там сказал, блин, тут что-то не то, ребятки. Давайте-ка поменяем это. Вот. Я вижу так картину. В целом. А когда, типа, обозревает, ну да, типа, как бы... Такой же подготовленный обзор, вот смотрите. Свое стадное мнение, но стадное оно потому, что, видимо, насмотрелись других и сделали ролик, основываясь на их мнении. Вот я про это говорю. Что когда ты делаешь впрямую вот таким вот образом, ты ничего никуда не скроешь. И люди сразу поймут, что ты видел, что ты знаешь. А если ты ничего не знаешь, то ты ничего не знаешь. Тебе и добавить нечего. Все ошибки налицо. Они опять респанулись. Да что ж вы будете? Ладно, пойдем тогда. Тут как-то надо пройти.
О. Ты так предсказуем в своей погоне за местью. Ты лишь тень своего отца, Горм! Ты слаб и глуп! Ты сгоришь, и ветер развеет твой прах. Еще просто по поводу стадного выражения. Тут, понимаешь, опять же, есть сторона двух медалей, наверное, так скажем, да. Ну, то есть, если игра обусловлена... Что мы можем обсуждать? Сюжет, оптимизацию, геймплей и все. И как бы ты про игру не говорил, ты все равно будешь эти связанные слова прививать к этой игре, потому что на других ты не скажешь. Ну, плохая, хорошая, там. Ну, вот общие такие вот фразы. Может быть, из-за этого еще как бы ты как написал стадно. Потому что других слов ты не это самое. Ну, движок, на каком движке там и так далее. Фирма, дата выхода. Все это можешь сказать. Но это все будет одинаково. Просто добавишь ты это выражение или эту мысль к этой игре, или не добавишь. И говорят все про, в принципе, одно и то же. Интересность, неинтересность. Сейчас, ребята. Да, мы что-то прям с тобой, Максимилиан, последние 2 стрима любим что-нибудь подискутировать, да, там какие-то мыслями обмениваться. Бывает, игру прошел и решил посмотреть обзор, а там блогер не знает, о чем говорить, а лишь насмотрелся мемов. Совершенно противоречит реальности. Слушай, может быть. Я всегда пытаюсь читать, ну, к примеру, с ассасинами, без всякой там лжи или какой-то подоплеки, я читаю описание с официального сайта, либо еще плюс к Википедии. Но Википедия, она там больше развертывает события по большей части. И там уже основываясь, мы даже, говорю, вот с женой писали уникальные тексты, делали для сайта. Я же еще на сайт как бы посты делаю, чтобы там люди смотрели ролики. И там уникальность текста нужна. И вот мы сидим иной раз, я читаю, там она пишет, и мы вот это вот все проходим и перечитываем. А потом уже ради интереса можно, да, посмотреть. Но я зачастую не смотрю. Вот почему вот вчера у нас, типа, Одиссей, Вальгалла, там, я еще говорю, что DLC вообще как-то на корню, они с сюжетом не связаны. Один запечатывает, второй распечатывает, там первый ассасин, какой там первый ассасин, если Одиссей идет. Вообще, самая первая история до всех этих частей, когда он посох передает все части, потом баланса показывают, добра и зла там и так далее. Ну, видишь, вот как-то я так это понял. И просто всего-навсего почитав. Ну, серьезно почитав. А кто-то, может быть,
как вариант, скажу так, что, ну, опять же, я не утверждаю, просто предполагаю, что кто-то посмотрел обзор, там ролик набрал сколько-то просмотров, вот, дай-ка я что-то похожее засниму и выложу. Хотя, по сути, я тоже делал все похожесть прохождения, потому что эти игры все пройдены. Но я и не играл, я не видел. Нет, видел геймплей, я врать не буду. Видел геймплей, видел прохождение Гидеона, пару стримов, наверное, вот это вот, как она, путешествие в мире викингов. Как там DLC, короче, друидов, вот, он проходил. Я видел, но я там ничего не понял. Я видел просто геймплей. Тупо по сюжету ничего не могу сказать. Поэтому такие вот мысли, такое мнение. Вот, по поводу Horizon я не говорю, что я вот понял вот так вот. Вот у меня почему-то вот именно такой момент. Я говорю, я посмотрю сегодня, обязательно прочитаю или посмотрю. Я завтра, если напомнишь, завтра вроде как стрим я буду делать, то я тебе расскажу и скажу, что, ну... Там, допустим, я ошибся в этом. Просто доверившись обзору, скажем так. Так, а куда он умчался? Он меня, короче, запалил. Трейлер, по-моему, нет. Не помню, честно, врать не буду, не помню. Так, ладно, я спустился, а почему... А почему у меня дальше не залазит? Ничего не понимаю. А завтра на работе буду, не получится посмотреть. Ну, послезавтра, какая разница? Встретимся, спишемся, да. Как будет время, так трещим. Я понял, что мне надо было в окно, но я уже типа слез. И как мне в то окно теперь попасть? У меня стрела в плече. По окну. Вообще люто непонятно, куда тут. Нет, огонь! Давай, давай, сгори уже. Я понял, что мне надо было вон туда в окно вылазить. Нет, нет, нет. Что-то слез, а залезть не может. Ну, неправильно. Ты так предсказуем в своей погоне за местью. Ты лишь тень своего отца, Горм! Ты слаб и глуп! Управление тут немножко непривычное. Пробел, как раньше, не shift, а пробел теперь сделали. Ну вот куда ты? Куда он побежал? Этот трус сбежал. Его отец умер дважды. Вот видишь, как у них получается это. Этот трус бежал. То есть это не по чести у них. Не отомстить, а еще и убежать. То есть если тебя нападают, ты должен драться и никуда не дергаться. Убежал, предал, получается. Эйвор! Довольно! Пусть трус уходит! Я что-то не понял, где вот эта вот книга знаний? Сюнин, разведай меня. А, вот. Так. Надо книгу эту забрать обязательно. Вот, потом, к примеру, обзор, это то, что мы разговаривали. Сейчас я вернусь к нему. То, что мы разговаривали и так далее, обзоры. Вот, зачастую, когда ты, ну, опять же, по себе говорю, когда ты что-то снимаешь, ты можешь вырезать или что-то там еще как-то сделать. Когда вот на стриме, зачастую я сам даже иногда замечаю за собой, что я заговариваюсь, либо ошибаюсь в словах. Ну, то есть, как бы путаю персонажа того или иного.
И это ты не вырежешь, это просто как вживую, как есть, как данное. Ну, мыслями запутался и не то сказал. С одной стороны, это, конечно, плохо, а с другой стороны, это вот воочию, скажем, вживую ты сидишь и... Человек старается как-то предоставить информацию. Не пойму, я могу зайти или нет? Здорово, в данном фрагменте здесь недоступно. Понятно, но это какой-то как анимус, вот этот вот. Ладно. Возможно, это книга или что это там? Участок. Мы достанем позже. Либо он где-то наверху вот так вот. Собирайте, говорит, книги. Ладно, я собираю книги. А меня не пускают. По факту. Эйвор, дыхание битвы на моем челе. Эту ночь воспоют скальды. Мы выиграли битву, но Горм сбежал. На север, во владение Харальда. Пусть бежит этот побитый поросенок. Поросенок. Отец мертв, а клана больше нет. Ругья Фюльке принадлежит нам. Беззубый щенок может стать свирепым волком. Эйвор, постой. Послушай. Ты вернул себе честь. Радуйся победе. Завтра мы будем праздновать. Ты прав, брат. Ты всегда прав. Гутворм, отправь весть о нашей победе своему племяннику. Я уже сделал это, Сигурд. Он будет более чем доволен и пригласит вас на свой альтинг в Вальрекстаде. Скажи, что мы придем, распаленные, с песней славы на устах. Води дружбу с королями, и у тебя будет корона. Если так угодно, Норнам. Возьми здесь все, что сможешь взять. Норна — это которую судьбу плетут перед вратами Одина. Это как вот я понял. Если так угодно Норнам. Тут надо окунуться, короче, в эту мифологию. В другой раз. Я до сих пор не понял, скандинавская или кельтская тут мифология. А может и то, и другое. Ну, Один, Фенрир, по-моему, волк этот. Сейчас мы посмотрим. Мифология. Мифология викингов. Скандинавская это мифология. Мифология древних скандинавов в части древнегерманской мифологии. Основана историям старшей Эда, младшей Эда, Саксон, Йотунхейм, Ванхейм, Асгард, небесный мир богов. Это типа как в Древней Греции это Олимп, Асгард, да, куда они возносились, что ли? Или там, где жили, как Атлантида. Я не знаю, как небесный мир богов, асов. Йотунхейм, мир йотунов, великанов, Утгард, Мидгард, средний мир, населенный людьми и земля. Хельхейм, преисподнее, царство мертвых. Так, а волка как звали? Я в тот раз смотрел, опять все забыл. Фенрир, правильно. Германо-скандинавская мифология, огромный волк, сын Локи и Ангрбода какой-то, враг богов. Вот, Фенрир, ужасный лок. Был вторым из детей Локи в Асгарде. Детей Локи?
Первоначальные боги посчитали его недостаточно опасным и позволили жить в Асгарде. Ну вот, Скандинавия, значит. Можно тут, в принципе, почитать на Википедии, кому интересно. Так, мы продолжаем, мы сохраняемся и поехали дальше. Два очка навыков. А почему он забирает? Подожди, у меня вот навыки забирает по 2. Или это... Вот, освоить. Тут даже не написано, сколько. 1-2 очка. О, да. А дальше куда мы пойдем, друзья? Щит наготове. Когда вы командуете дракаром, воины дружины будут поднимать щиты одновременно с вами. Shift. Ух ты, Shift ты пробил, смотри. Это как мне этот, готовность к бою. В начале боя у вас... Не, слушай, я хотел бы... Где тут адреналин? Вот здесь вот адреналин взять себе кусочек. Смена рук. Да не могу я тут. Все, 2 очка забрали. Атака способностями. Сейчас попробую вот сюда, вот до путь медведя. Тут здоровье, как раз адреналин, какой-то резист. Попробуем хотя бы поднять. Вероятность критического урона. Потихонечку мы с вами осваиваемся. База данных. Несущие горе. Элитные воины викингов, вооруженные двуручными двусторонними топорами. Они очень хотят вас убить и наносят мощные удары, но медленные удары. Получив урон, меняет оружие, принимают ожесточенные... и принимается ожесточенно взмахивать боевым молотом. Доберись до Аль-Рекстада. Вот они костюмы. Костюм Баека, костюм Алтаира, костюм Басима, костюм Эдсо. Они, по сути, все одинаковые. Какие хотите, такие носите. Басима. Вот Басима неплохой. Эдсо и Алтаира, они, по сути, одинаковые. А тут у меня дополнительное увеличение вероятности критического урона. Доспехи ворона. Ну, предположим, даже если я одену Басима, у меня костюм Басима, да? А здесь-то я ничего уже не поменяю ведь. Опа, лук. Энхерия. Вес. Точная скорость. Ну, понятно, он получше. Можно поставить даже некую руну. Ставить ячейку, атака, атака. Так, а вытащить руну я могу? Да. Да, все можно. О, есть некий цеп. Топор батьки будем таскать, либо оденем некий цеп. Атака у него побольше. Оглушение получше. Веса чуть побольше. У него скорость поменьше. Тут также вот доспех ворона. Наручи ворона. Шлем ворона. Вот зачем мне вот эти вот доспехи с рунами дали? Я что-то вообще как-то. В баню. Типа легендарный доспех одеваешь, а остальные вот эти вот ячейки, они как-то... Это может быть, если разносторонний какой-то билд или как там сет делать. О! Ребята, мы качнули себе мешочек с провизией. Это реально важно.
Мне надо ворона поменять, мне надо медведь какую-нибудь одеть. Право по рождению. Серебра, бах, насыпали. Так, хорошо, а где у нас... Добраться как мне? Пехом, что ли? Добраться, видимо, пехом все-таки придется. Хельбурт — это вход. Но если так посмотреть, то карта не такая большая. А, ну да, это ребята же сказали, у тебя основной сюжет пойдет, когда ты доберешься до Англии. А это же еще как бы не Англия. Это же мы все тут враждуем между кланами. Поэтому, с одной стороны, может и не стоит торопиться-то в Англию. Не, ну просто альпинист. А теперь расскажи, где находится эта книга? Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Так. Хорошо, ну что-то мы увидели. Это некая руда. Что видишь, Сюнин? Похоже, за этой книгой должен какой-то вход после каких-то событий. То есть события прошли, крепость мы захватили. А почему меня не пускало? Книга-то это либо какой-то новый талант, либо это прокачать топоры. Что-то вижу. Вход. Видели вход? Есть. Я заметил. Сейчас, возможно, мы и найдем эту книгу. Такая цепь болтается. Блин, так побегать ты всю лодыжку себе отобьешь. Так, вроде здесь. Ну, здрасте, блин, а это вообще не то, что я, ну показался же вход. Серьезно. Сори.
Тогда я ума не приложу. А, вот он. Это где эта лестница-то? Сюнин. Лестница, где была? Предположим, что он там есть вход, и... И он там есть вход. Нет, там нет входа. Блин, он там показано и все, вот. Желтая отметка. Вот она, видимо, и показана. Вот. Вот она. Родненькая. Это вообще на другой стороне. А я там колесил. Что-то, Катюх, у меня нос щекотит. Что такое? Нет, ты что-то, по-моему, достала лак или что-то. Приклей лисичку, да. Или тигрика. Сделай на одном ногте тигрика, на втором лисичку. Консультант по ногтям, блин. Нашла кого, да, спроси. Я еще каждый день ногти крашу-то. Ну ты ж спрашиваешь, кого тебе, того или того. Я говорю, приклей на... Ну на ноги лисят, а на руки когтят. Тигрят, то есть. По-моему, интересно будет. Сюнин, укажи путь. Если вы меня сейчас опять не пустите, блин, я на вас обижусь. Мне там вход в пещеру, пустите меня. Да, видимо, из-за того, что был бой, не пускала. Но в целом свечи горят. Кто-то тут живет. Вот она. Чего там ярость какая-то? В присутствии ярости повалите противника на землю и обрушьте на него град ударов. Чтобы не потерять равновесие, переменно нажимайте Q и левую кнопку мыши. Вы серьезно? Q и левую кнопку мыши? Главное запомнить бы все это, ребята, дело. Вообще очень мощная граффити. А как вид подальше нельзя, что ли, делать? Красиво. Ой, ладно, ребят, давайте, да, на сегодня остановим. У меня уже это самое, что-то сегодня много информации. Вот, завтра продолжим нашу Вальгалу. Пообщаемся, забегайте. Ребятки, спасибо всем, кто забегал, кто забежит, кто посмотрит, за поддержку от души. С праздником вас, тех, кого с праздником, Днем Защитника Отечества.
Вот, давайте, да, завтра встретимся. Сегодня мы открыли Вальгалу, первый стрим. Я сейчас еще посижу тут, покумекаю, как-то поразбираюсь немного. Ну, а вам всем спасибо. Давайте, до завтра. Удачи, добра. С вами был Мишаня. Всем пока. Спасибо за стрим. И вам спасибо, Мишаня, и вам. Огромное.